Васапский, мне нужен контент. А поподробнее? Но мне часто нечего делать, а также я не всегда успеваю на твои стримы, поэтому мне нужно больше контента. Ну, это стоит денег, брух. Скильки? 100 рублей. Ты сейчас серьезно? Да, ведь именно за 100 рублей можно приобрести подписку в нашем бусте, где собран архив записей просмотра фильмов, сериалов и аниме. И этого архива там на целые терабайты, при этом каждое утро в 9 часов по МСК выходит что-то новенькое, поэтому времени поскучать там совсем не будет. Также на бусте будут в раннем доступе выходить новые выпуски рубрики Stay Alone, поэтому если хочешь быть в ряду первых зрителей, то бусти это для тебя. Но сладости на этом не заканчиваются, ведь подписку на бусти можно разделить на два, присоединив аккаунт на VK Play Live, где вам откроется бесконечное количество стримов. Таким образом, платите вы один раз, а потребляете контента в 2 раза больше. Поэтому не упусти такое выгодное предложение, переходи по ссылочке в описании, подписывайся на Бусти и смотри контент от Hardplay больше, чем прежде. Говорят, размеры вселенной не так велики, как количество контента на Бусти. Кто? Очень плохой сделал. О, это вот зря. Ах ты, жулик. Привет, с вами Алексей Hardplay. Еще разочек поздороваюсь сейчас со время фан-стрима, который, кстати, у нас теперь каждое воскресенье в 20:00. Вот такое вот возвращение. Да, come back. Да, это когда поцеловал ее. Неважно. Сегодня мы с вами посмотрим. Как всегда. Разъяснил сотруднику, директор выкинул покупателей, Артем Вульф, скандалы, интриги, расследования. В общем, наш любимый контент. Тёмычу огромный привет. Всей команде большой привет. Вот, очень надеюсь, что скоро куда-нибудь слазим, что-нибудь интересное поснимаем. Я на связи, Тёмыч. Вот, в общем-то, поехали. Ролик старый, но, я думаю, многие не видели. Вот, вместе с вами посмотрим. Ну что ж, погнали. Всем приятного. Ай, ну давай. Сегодня какое число? Сегодня 1 декабря. Не шутя, он ультанул. Он 1 декабря пошел? Ну, хорошо. А их нельзя купить? Да, другой вот тут стороны. А, продавец узнала. Ладно, возьму что-нибудь другое. Крайний раз ходили, наверное, 5 точек разных посетили, наверное, больше даже 5. Везде практически узнают. Нам надо что-то делать, нам надо усы себе налепить. 100% надо налепить усы. Да. Надо налепить усы. У одного, короче, вот так вот вниз, да, вот так вот пойдут вот так вот, как у Халк Хогана, короче. Помните из рестлинга с Фоменко? Вот, а у второго, наоборот, короче, вот такие вот будут вот так вот завиваться, и вот так вот он их каждый раз будет поправлять. Блин, я думаю, что надо обязательно всем втопить лайк, чтобы Тёмыч увидел. Это прекрасная идея, потому что усы, ну, или как минимум Леонида Аркадьевича Якубовича, да, они просто обязаны быть в нашей команде. 100%. Мне надо их отрастить срочно себе. Я все решил. Это тоже срок прошел, да? Вы срок есть. Тоже нельзя купить? Да. Ничего нельзя купить. Как так получается? Другой возить. А, да зачем И другое? очки черные, Вы же вот да. недавно продали И просроченное печенье, а мне почему-то сразу не продаете. Тут, говорят, недавно ребят вытолкали, которые также искали просрочку. Я выбираю товар. Чуете? На 240 YouTube качество переключил. Я, конечно, понимаю. Отойди оттуда! Отойди оттуда вообще! Это что, Брух? Это огненный дракон? Тихо. Просто недавно только «Пиратов Карибского моря» смотрели. Вот на Бусти скоро выгрузим. Так что на Бусти можете зайти, тоже посмотреть. Ссылочка есть внизу в описании к старту. Иди отсюда! Чего вы меня Иди трогаете? отсюда! Иди отсюда! Иди! Чего Иди трогаете? туда иди! Чего Что ты трогаете? вытаскиваешь? Кто вытаскивал? Мы купить это хотим. Вообще, на самом деле, очень интересная такая история. Знаете, я вам так скажу, вообще, сколько мы ходим, наверное, по этим рейдам с Тёмой. Ну, он-то, понятно, ходит гораздо больше, я время от времени к ним присоединяюсь. Блин, вы знаете, мне кажется, я не знаю, сколько таких ситуаций было подобных. То есть, пишут подписчики, что, ребят, мы были в магазине. То есть, всегда есть какая-то, практически всегда есть какая-то предыстория, когда мы идем в магазин. То есть, либо кого-то оттуда выкинули, либо вытолкнули, либо кто-то траванулся. И нам пишут родители там детей, там, или просто там семья какая-нибудь пишет, то, что, Лёх, ходите, вот такая вот карусель. Вот, так что здесь как бы тоже, ну, не заставило себя долго ждать эта предыстория, так что давайте посмотрим, что здесь было дальше. Интересно. Аля. Иди отсюда! Чего вы меня Иди трогаете? отсюда! Иди отсюда! Иди! Чего Иди трогаете? туда иди! Чего Что ты трогаете? вытаскиваешь? Кто вытаскивал? Мы Очень купить плохое это сделали. хотим. Какой кубите? Полцарь! А ты выходите! Выходи дома! Пожалуйста, выходите! Выходите отсюда! Зачем меня Не трогать? покупатели! Полицию! Кого хочешь, Они вроде просто с покупками стоят, нет? позывай! Сам все прошу! Спрашивайте его, пожалуйста, уходите! Сейчас я уйду. Все? Ты кто? Как говорил мой дед, я твой дед. Да. Свободное место. Что свободное Это место? общественное место? Да, это общественное Вот. место. А почему вы меня выгоняете? А что вы выгоняете? Вы меня...
Вровень подоконник или чтоб чуть-чуть выпирал? Да, вровень выпирал. Да, это как это Это работает? мое собственное общественное место. Не Моя собственное общественное место? Понял. Блин, конкретно. Это ваше собственное общественное Да. место? То есть не твоя. все, то есть не все могут зайти? не твои. Ну, я и не говорю то, что это моя собственная. Я говорю, все могут зайти в этот магазин? Ну, плюс-минус. Пожалуйста, выходите. Ну, можно я выберу то? Я не пойму, что этот магазин продает перчатки, носки, трусы, Банан людей, шучу, не банан. чупа-чупсы, мармеладки, зарядки для телефона, станки для бритв или что, тапки. Что это? Я не пойму. Это китайский рынок или что это? Непонятно. Пожалуйста, выходите. Ну, можно я выберу товар? Нет. Почему? Это холодильник не работает. Как нет? Ты не- Хорошо, это не можно я в другом холодильнике? Нет. Почему Ты нет? не покупатель, потому что... А кто я? Это не знаю. Ты зачем пришел, это А кто зачем скандал строишь? Какой скандал? Просрочку можете убрать? Что? Сейчас я убираю. Не Ты надо как орать. это? Орать Как не это? надо. Орать А не надо. клиента отпускаю, потом и убираю. не надо. Я с О, шампуньки стоят. Что это спокойно орать? разговариваю. Я тоже с тобой спокойно Вы не разговариваю, спокойно, ты вы не нервничаете. понимаешь. Выходите, я сейчас магазин закрою. Не, я не выйду. И О, там пума. Нифига себе. просрочку Я не буду выйду. выбирать. Меня трогать не Пожалуйста, надо. вот Меня раз. трогать не надо. Выходите отсюда. Меня трогать не надо. Выходите отсюда. Я Трогать сейчас не магазин закрою, и это Трогать меня просрочку не надо. посмотрю. На ультразвук скоро перейдет, реально. Трогать не надо рвать. Я просрочку Куртку буду не надо убирать. рвать. Давай выходите, Не я трогай магазин меня. закрою. Перед тебя не буду Нет, тогда я убирать. не уйду. Вроде пацаны вообще ничего не сделали. Или товар просроченный. Говорит, убери просрочку. Спокойно вроде. Как не идешь это? Это мой магазин. Ты У вас что, со мной круглосуточный. будешь? У вас что? круглосуточный Не магазин. кругло. Мой это дома. А все, что открыто для общественного пользования, это уже как бы... Пожалуйста, трогать не говорю. надо. Давай пойдем. Не Я давно такого не С тобой видел. буду Трогай убирать. меня. С тобой буду трогай. убирать. С Не тобой трогай. буду убирать. Пойдем, Чего? Че он... Еще раз, ну-ка, еще раз. Чего? пойдем. Не трогай Я меня. с тобой Не буду трогай убирать. меня. С тобой буду трогай. убирать. С Не тобой трогай. буду убирать. И с тобой буду... Что он как говорит? Ромашка белая, а лепесточка нежная, а мне дороже всех цветов. Ай, песня хорошая была, да. Не буду петь на ютубе, он не одобрит это. Уже он его просит вместе с ним убрать, заставляет эту просрок. Нет, так не работает. Пойдем. Пойдем посмотри. Дай свой телефон. Уходи, давай. О, это друг деда. Давай на улицу. Трогать не надо. Давай на улицу. А куда на улицу? Не надо. На улицу. Дай свой телефон. Я продавец, уважаемый. Но это тот же магазин, шампуньки те же. И вы там Так, были, да. предысторию мы поняли. Фиксировали тоже на видео. Молодцы. А, Вот просто сейчас. Кто выгонял ребят-то молодых за шкирку? Начальника, позовите его. Я не хочу с вами ругаться, конфликтовать. Позовите начальника, я с ним поговорю. Ну, я при чем я здесь? Я рабочий, я продавец. Начальника здесь нет, поэтому обращаюсь к вам, пожалуйста. Позовите Хорошо. начальника. А вы кто? Обычный покупатель. Обычные. Это вы смотрите срок годности, не подскажете? А вы кто это, ребята? Кто будете вы? Покупатели обычные. мы ценители китайского языка. Срок годности здесь отпустили. Смотрите, 24. На самом деле, это какой-то, знаете, бич. По-другому не назвать. В каждом практически магазине, но не во всех, есть такая вот проблема. Проблема заключается в том, что хлынули китайские товары, разные вкусняшки, приколюшки. На самом деле, зачастую очень хорошие вещи, но на них ни слова по-русски. Мы сначала как думали, когда самый первый раз я это увидел в магазине, а они прям партии, коробки, просто огромные вот эти коробки. В чем суть? Им зачастую либо впадлу клеить, то есть к этим вот, к каждому товару идет наклеечка. Такой рулоны огромные дают наклеек, и просто, чтобы они наклеили. Им впадлу клеить, они их просто выкидывают. И очень часто мы эти наклейки находим, их в конце рейда выносят, говорят, господи, вот же эти наклейки, а усирались, что их нет. Такой товар по закону, он конфисковывается, то есть он считается некачественным и так далее и тому подобное. Почему нельзя наклеить, я, если честно, не знаю. То есть хотя бы при условии того, когда выставляют вот на витрину. Наклейки одинаковые, ничего разбирать сильно не надо. То есть, ну, тупо впадлу. Есть второй вариант развития событий, с этим столкнулись, по-моему, крайний рейд, он еще не вышел у Артема на канале, я не знаю, выйдет, не выйдет. Там знаешь, какую инфу подслили? Типа, покупают без наклеек либо уже просроченный товар, либо срок буквально 2-3 дня, они его покупают оптом и продают по разным точкам своим. Просто за бесценок, то есть они его скупают, а продают по нормальной цене. Так что будьте внимательны с этим вот товаром. И обязательно смотрите жвачки всякие, хачки, соки и шампуни, бытовую химию смотрите, очень много просрока, вот особенно в таких магазинах. Просто невероятное количество, так что имейте в виду. Ты откусил, вот первый, третий.
3 года срок. А как вы это поняли-то? Я вот, например, просто... Вы японский знаете, да? Ну, да. Я просто, например, японский ничего не себе. знаю. А что вы это, снимаете, девушка? На видео. нет? Нельзя же, правильно же? Кто сказал? Я по закону нельзя же снимать. Выключите быстро все свои камеры, и мы свою выключим. Хорошо, я выключу. Выключайте. Просто вы считаете, что вы можете фиксировать людей на видео, вот я у вас камеры вижу. А мы не можем почему-то. Нет русской маркировки, ничего нет. Девушка почему-то считает, что вот это срок годности 3 года. На всем продовольственном товаре, который продается в Российской Федерации, должна быть В конце просто цифра 3. маркировка на русском языке. Это сказано в ТРТС 022-2011. Полгода. Да. Да. Не 3 года, то есть. Да. 3 года. А, полгода все-таки, а не 3 года. Ну, нормально. Не 3 года, то есть. Не, ну а что нам, азиатам? Согласись. Я вот, вот я так понял, что вот это вот означает 180 суток. Ну, подожди, сначала было 3 года, теперь уже 180 суток. Может, сейчас выяснить, что 90 суток? Или 10 суток? Блин, откуда все берут инфу, что нельзя снимать по закону? Это на самом деле примерно тот же самый вопрос я задаю. Сейчас скажу, у меня есть 3 вопроса, которые меня терзают. Первый вопрос — это все уверены, что нельзя снимать в общественных местах, то есть фиксировать правонарушения особенно. Это первое. Второе — это некомпетентные сотрудники, которые приходят и рассказывают, что их нельзя тоже фиксировать, их службу, работу, там, кто в зависимости от того, кто что делает. Либо служит все-таки гражданам, либо работает, да, приходит для галочки. И третье — это отдельная каста. Это уже 2 зеленоградских гаишника, которые останавливают одну и ту же машину, они причем работают либо в паре, либо по отдельности, они останавливают Dodge Ram TRX и спрашивают, почему машина так громко работает. Наверное, это кастомная выхлопная система. Я обещал им в прямом эфире одному из них сказать, что это не кастомная выхлопная система. Они говорят, ну это же Ford. Я говорю, ай, мне стало больно на душе, мне прям вот кольнуло на секунду. Я говорю, родненький, 712 лошадиных сил под капотом с завода. И там написано одна такая вот циферка, красным она, вот так вот, в красном кружочке, там написано 6.2. И это не длина жезла, а объем чего-то, да, непонятно чего, то ли бюста, то ли все-таки, наверное, в автомобиле, да, движка все-таки. А самое смешное, что там еще одна есть надпись, там, где 6.2 написано Supercharger. И машина с таким объемом, она, ну, это кем надо быть, чтобы выхлопную систему всю переделывать в такой тачке? Ну, это надо быть, я не знаю. Не, может, фанатики есть, но она и так работает шедеврально, то есть она такая, она, ну, там вот такие баночки стоят с завода, туда можно, я не знаю, что, ну, голову, может быть, засунуть. И они все пытаются. У меня вопрос, вы спросите, а при чем здесь гайцы? Я скажу причем. Они каждый раз останавливают одну и ту же машину и каждый раз задают один и тот же вопрос, ничего не делая. Я говорю, а зачем вопросы вот эти? Они говорят, ну просто вот, ну интересно, вот, ну, это ты же переделал. А второй вопрос мне вот один недавно задал, он говорит, а сюда в багажник туша лося влезет или нет? Я немного сначала растерялся, потом не растерялся. Я говорю, не знаю. Я говорю, только люди влезают. И он так на меня посмотрел, он улыбнулся, он говорит, ну ладно, едь. Я уже 3-й день езжу на тачке и думаю, ну, надо было все-таки сказать, что лось влезает, да. Или наоборот, я все правильно сказал. То есть как-то, ну, вот у меня какой-то когнитивный диссонанс, то есть непонятно, правильно я ответил или неправильно. То есть надо все-таки как-то было, ну, я не понимаю, правильно я сказал или нет. Как вы думаете? Напишите в комментариях, потому что, ну, непонятно, абсолютно непонятный вопрос. Так, вы, может, руководство позовете, чтобы мы с вами, я говорю, не общались, не ругались и вам нервы не портили? Мне нервы не испортите, пожалуйста. Сейчас позову. Позовите, пожалуйста, чтобы мы не ждали. Вот это мне очень Не понял. Вы порошок, что ли, сделали? нравится. О, дают. Жировачки турбо. А как вы понимаете, какой на них срок годности? А турбо они бессрочные. Лафысы турбо, они вне сроков. Можно я тоже вам кое-что? Пошла перекрестная видеофиксация. Вы позовите руководство. А мы не против. Да, я тоже не против. Так, ну... Во, смотри, вы все-таки бренд порошка, да, свой сделали? Хорош. Слушай, а вы молодцы. Вы реально, ну, достойны, ребят, достойны. Мне можете сказать, как вы Молодцы, узнаете срок бизнесмены. годности у этой жвачки? Сейчас я скажу. Молодой человек, можно на мне смотреть, пожалуйста? Олег, говоришь, что только платно позируешь. Пожалуйста. Сроки Не годности Олег, это стерты. Д'Артаньян. Вот тут видно, что когда-то что-то было, У вас это... но это уже просрочено тоже. Вы посрочка проверять. Все, у вас документы, удостоверение, что-нибудь есть, Блин, так хорошо все начиналось, и опять все пошло куда-то, да, Риксу в трубу. пожалуйста. Какие? Поставьте, пожалуйста, мне.
Мы обычные покупатели, у нас не должно быть никаких документов, удостоверений и так далее. Еще раз, если вы кассир, мне не интересно особо с вами общаться, позовите, пожалуйста, руководство магазина. От меня отойдите, я позову и сниму. Нам ультиматум ставить не надо, вы в любом случае его позовете. Здесь не стойте, пожалуйста. Вот дальше проверяйте. К сожалению, у вас тут у кассы много некачественного товара, поэтому мы здесь стоим. Если бы весь некачественный товар... Самая вообще разрывная, это когда, короче, ты собираешь товар, да, то есть ты потихонечку, помаленечку его так с горем пополам собираешь, все как бы здорово, все великолепно, но наступает такой момент, короче, когда, как бы вам так объяснить, гора эта увеличивается до каких-то абсолютно невменяемых размеров, то есть чем дольше разговариваешь с кассиром, чем дольше приходит владелец магазина, чем дольше вся эта возня мышиная идет, и гора собирается, она все собирается, она становится уже просто какие-то нереальных размеров. Кстати, крайний раз пивандепола из холодильника достали бутылок, наверное, 50, как бы, наверное, не побольше просроченного, так что за пивком тоже любители, как говорится, заправиться посматриваете, да, потому что, ой-ой-ой, да, может от пивка потом про это в конце пролететь. магазина, то мы бы стояли там. Да, у нас тоже опять начал вот эта ситуация. Не знаю, с этих ребят толкнули, говорит, и типа так, их с них. Что, собственно, здесь уже не бомжи. Чем меня толкаете, женщина? Нет, я дверь закрою. Отойдите. Я стою здесь, женщина, выбираю товар, не надо мне толкать. Ходить можно в любой точке магазина, на самом деле. Все эти вывески, бумажки эти на дверях, это все полная шляпа. Везде, где не закрыто на ключ, везде можешь ходить. Пожалуйста. Нет, закрывайте, это служебное помещение. Я стою здесь, выбираю товар. Начальником. Разговаривайте с начальником. Особенно, где на полках стоят еще вон какие-то товары. Вот, они говорят, когда вы ребята толкнули, и типа такой, я не знаю, что они... Да. Ну, они все фоткают, ты знаешь? Все. На. То же самое, ничего нет. Никакой информации на русском. То есть элементарно может быть такое, что просто тут условия хранения, например, в холодильнике. И оно не просрочено даже по сроку, если она действительно как-то прочитала сроки, но оно может быть некачественное по условиям хранения. Так вы мне подскажете, как вы определяете, какой срок годности у этих жвачек? Срок годности, это нормально, просто коробка должна быть. Ну, как вы определяете, я говорю. Коробка у нас. Во. Это мои любимые, когда начинают как бы такие, знаете, вот эти вот ранние торпеды, я их называю, это вот такие, которые как бы покупатели, они всегда с телефоном, то есть они в основном всегда, естественно, ведут видеофиксацию, такие, так, ребята, а что это? Так, да, очередь не задерживаем, очередь не надо задерживать, не надо, так, вы, надо, выходите, давайте, да, а вы кто? А я просто покупатель. Потом выясняется, что это какой-нибудь кум, сват, брат, директора, я не знаю, тетя, дядя, то есть, ну, это классика уже. Вас кто отправил? Скажи мне, пожалуйста. Он приедет или нет? Приедет. Вас кто Всё. отправил? Вы кто в этом магазине? Ну, я кто отправил? Вы кто в этом Кто магазине? отправил? Я помощник. Что дальше? Помощник. Да. Подтвердите свои полномочия, я буду с вами общаться. Не, вы кто? Пока вы для меня обычный вы покупатель. покажите мне документы. А кому? Не, вы покажите документы. А кому показывать-то? Кто такой вы? Вот. Вообще это забавно, когда к тебе в магазине кто-то подходит и говорит, что-то начинает просить, что-то показать, это как-то странно. Приходит хозяйственный магазин. Я покупатель. Кто это покупатель? Ты кто такой? Товары ты грузаешь вот этого. В корзинку кладу товары. Кто ты такой? Объясни мне, пожалуйста. Ты покупатель, я понимаю, ты покупатель. Так. Кто ты такой, ты товар собираешь? В корзинку товар, покупать хочет. Ты кто такой? Кому мне Ты надо объяснять? можешь мне объяснить? Нет. Нет. Ты мне можешь объяснить? Кто Нет. Хозяйчик. Какой-то замкнутый круг, знаете ли, как это, как голландский штурвал, да, крути в любую сторону, эффект один и тот же, вот примерно. Здесь магазин. Нет, я тебе не буду ничего объяснять, пока ты не скажешь, кто Как ты. это? Вот так-то. А ты кто такой товар собираешь? Я не пойму. Кто такой покупатель товар в корзинку складывать? Нельзя в корзинку товар складывать в магазине. Я не пойму. Что вы хотите? Скажите мне, пожалуйста. Мы ждем директора. Он же сказал, товар в корзинку складываю. Че непонятно-то, не понимаю, вроде все культурно, вроде все разговаривают. Че он хочет? Магазина. А? Я понял, что вы хотите отравить людей, я так понимаю, раз продаете такой товар. А? Почему? Это что? Это не товар? Какой срок, скажи? Какой срок? Какой срок годности у него? Вот Какой так. срок? Это мне не скажи. Это откуда? Это товар. Понимаете? Это мусор. Откуда?
На данный момент по закону это мусор, А это который что, должен где утилизироваться и Это уничтожаться. везде продается. Это мусор разве? Если ты выложишь Чего? навоз и начнешь его продавать, это не станет Ну, очень спорно, очень полезная вещь. продуктом питания. Это из рынка покупают люди, продают. Так. Да, мне без разницы, где вы покупаете. Есть закон Что вы Российской Федерации. снимаете? Фиксируем на А? видео. Что вы снимаете? Что вы? Что ты стоишь, орешь? Что вы снимаете? Я не пойму. Ну что? Зачем подходить к камере? Я не понимаю. Слушайте, надо где-нибудь на каком-нибудь, когда федеральный какой-нибудь канал или обычный местный будет где-нибудь, прикинь, репортаж на фоне какого-нибудь парка, сквера, я не знаю, ну как мы любим, да, как у нас, да, некоторые любят. Вот где-нибудь вот стоит, и ты такой подходишь в камеру, вот, представляешь, вот стоит человек с микрофоном, да, и ты такой в камеру заходишь, а почему вы сейчас дорогу перешел, 2 квартала, короче, через надземный пешеходный переход, там, на санях, на упряжках, подошел, говорит, а почему ты сейчас вот меня снимаешь? Почему вот так вот? Ну, потому что он имеет на это право, потому что просто ребята занимаются каким-то общественно полезным делом, нет? Вы снимаете. Фиксируем на видео. Ну идите тогда позовите кто-то кого там, полицию позовите. Это Зачем? кого-то Сейчас директор позовите. приедет, пообщаемся с ним. Мы разберемся, что нам делать. В советах не нуждаемся. Все, компьютер завис. Ай, интересно, что за сторона? Ага. Так. Это вот зря. Могут, так скажем, помочь отправиться в страну, где все хорошо, где, ну, более лояльные люди, например. Да. Или еще куда-нибудь. Выбирай, куда. То есть, если здесь не нравится, могут уважаемые ребята поспособствовать. Называется буква Д. Учим алфавит вместе. Депорт. Это если не нравится страна, да, что чем-то, ну мало ли, законы ее, допустим, не устраивают. Вот мне, допустим, не нравится вот шоколадное мороженое, нравится сливочное. Я же не буду выбирать шоколадное, а выберу сливочное. Так же и здесь. Не хочешь законы соблюдать страны, в которой продаешь свой товар. Ну, надо поехать в ту страну, где можно, наверное, нарушать законы или наоборот как-то это. Ну, странная логика, да. Что за страна? Хорошая. Нам нравится, да. Мы здесь живем. Что за сторона? Прям чужой Я магазин. не знаю. Что страна? А что, страна вас не устраивает наша чем-то? Это моя сторона тоже. По магазинам Хорошо, ладно. не надо ходить. Не надо ходить? Так все-таки не понял, ладно. Надо травить людей, согласен. Служил. Не как ты ходишь, как клоун. Вы травите людей, мы очищаем магазин. Еще раз, я не понимаю половину слов. Чего? Кто там, где, что? Это моя сторона тоже. По магазинам не надо ходить. Не надо ходить? По магазинам не надо ходить. Так, уяснили, не ходим с сегодняшнего дня. Надо травить людей, согласен. Служил. Не как ты ходишь, как клоун. Вы травите людей, мы очищаем магазины. Ну, вот это оскорблять уже очень плохо. На ты первый начал общаться, оскорбляет. Фу таким быть негодником. Да. Защищаем в том числе семьи ребят, которые сейчас там, Да. чтобы вы травили их. Да? А вы что? Поставь его сюда. Зачем трогаешь? Я товар беру себе, куплю его. Дай. Во-во-во-во-во-во. Пошла. Вторая стадия, дорогие друзья, практически, ну ладно, процентов 70 рейдов заканчиваются несколькими стадиями нашего пребывания. Первая — это, естественно, непонимание. Вторая стадия — агрессия. Третья стадия — чего? Правильно. Это принятие и полное погружение в законы, растолковка путем правоохранительных органов. Да, так что вот, пожалуйста. Делаешь? Товар, сейчас директор... Дай. Зачем ты у меня отбираешь его? Нет, товар Поставь сюда. Витрин поставь. Зачем вы меня его отбираете? Потом забираешь. И здесь я продаю. Не трогай. Мои Такое продавать не надо. Скажи, срок годности какой? Нормально они срок. Нормальный, а не срок годности. Нормально. Оставь. Не надо у меня товар еще раз забирать, говорю. Не надо, я купить его хочу. Я беру себе товар. Отсюда считай. Не надо рвать. Здесь покупаешь. Я считать буду здесь. Оставь. Иди товар принеси. Все деньги даешь, я... Давай, Что пробивай. происходит? Давай. Пробивай. Я штук считаю. Считай. Сейчас начальник придет. Не, сейчас, я в магазине Это здесь. товар тоже поставь. Все буду считать и будешь. Да я разберусь, что мне делать. Вот, продавай. происходит? Это тоже принеси. Все буду считать. Продавай. Я готов оплатить. Ну, Вам делать. есть кассир. Естественно, вы травите людей, нам делать нечего. Я полностью с вами согласен, естественно. отравил? Смотри, сколько тут просрочки. По федеральному по федеральному закону Ну, она. 29 такой товар должен утилизироваться и уничтожаться. Он считается некачественным и опасным. Нехорошо. Доказательство вот товар у нашего человека Максима, который купил у вас до этого. Да, вижу. Один сухарик нашел уже. Один сухарик нашел? Один сухарик. Сколько вы у меня тут забрали еще? Что заходите?
Сколько вы меня тут забрали? Потому что это мой. Заходить куда угодно можно. Если что, тоже. Если вы ничего не берете, ничего не это, все, что в магазине, вот в таких вот магазинчиках стоит, вы даже можете в пятерочке зайти за кассу. У них висят станки, еще что-то. Вы можете посмотреть, так как это витрина. И об этом говорил не один сотрудник. Вы заходите, вы смотрите. То есть нет понятия кассовая зона, у меня здесь деньги. Ну, деньги, хорошо. Кассовая зона, ну, сиди, все, пробивай, кто тебе мешает. Вот у тебя сзади тебя висит товар, который есть цена. Вы берете и смотрите. Я подошел ознакомиться с товаром. Я хочу его купить. Если, ну, такие, естественно, дебаты начинаются. Но вообще, старайтесь никогда ни с кем не скандалить, указать на недостатки. Если начинается пена, естественно, лучше все всегда фиксировать на камеру, потому что люди разные, ситуации разные, да, аккуратнее. Товар, я его себе взял. Я поставил. Почему в кассу заходите? Вы сказали один товар. Деньги крадить хотите, да? Да. Ваше мнение. Да. Что вы делаете, женщина? О. Я тебе вот строю. Что ты делаешь? Да, ты почему в кассу заходишь? Подожди, ты сказал один товар. О, Сейчас. Почему в кассу заходишь? А уже не один. Да потому что число? у тебя магазин самообслуживания, и сзади лежит товар с Вот. ценниками, поэтому я могу спокойно подойти и взять этот товар. Может быть. Свои законы можешь придумывать где хочешь. В кассу заходит и кассу тоже лезет. Они кассы проверяют. В кассу лезем? И вот. А врать некрасиво. Вот. Все заходят еще и противозаконно, кстати. к нам. И кассу заходит. Все заходят за кассу. Да. Да? Теперь момент такой. Касса, вот. А тут продукты стоят. Да балаболка, я уже все понял. Деньги есть. Какое тут Здесь руководство? тоже деньги есть. Ну потом заявление напишите, если Миллиарды. украли. Как раз у вас камера вон есть. Так ты же просроченный товар сказал, у вас больше нет. Только одни сухарики. А его только что у тебя достал еще. А там орешки до Ну, это 19 другой, ноября. подкинул. Это орешки, это Подкинул, мы с каналом все видели, да? Все, подкинул. мои все. Это Да, твои, мои. они на прилавке лежат. Мои орешки, мои, и все мое. Вся просрочка, вся моя, я люблю ее есть, да. Продавались с ценником. Не трогают. На них ценник. Хорошо? На них же ценник. Перекидывает быстрее, прячет. Предоставите мне маркировку на жвачку? Все, обиделась. Отрицал его. Я думаю, надо собирать, потому что с таким отношением я до последнего пытался быть вежливым. Хотя я знаю, что здесь до этого происходило. Ты хорошие отношения не знаешь. Ребята... Ты хватит, меня начальник позвал, ждал бы ты здесь, правильно? Туда Нет. заходишь, А у вас ко мне. хорошее настроение, когда вы ребят просто выгоняете, за шкирку выкидываете молодых Я ребят? выгнала, что ли, ребята? Ребята всегда ко мне заходят. Сотрудники я этого нормально магазина. обслуживаю. Сотрудники этого магазина, я вижу, что сейчас нормально Я обслуживаешь. Товар из рук Ребята, отнимать никакого- у человека, у покупателя. Толкала только что, отбирала у меня товар из рук, брала, ведя видеофиксацию о том, что все зашли за кассу и так далее. Ты врушка просто, которая покрывает свое начальство, которая занимается беспределом. Ужас Это мое какой. мнение. Все равно. Да, я не сомневаюсь, что тебе Мне все равно. кажется, всё равно. Всегда есть человеческое отношение, ребят. Я все понимаю, просрочка, я все понимаю, может человек вспылить. Хотя такого отношения к покупателям я не понимаю, как по отношению к ребятам было. Но всегда надо оставаться людьми в любой ситуации. Мы пришли, они поняли, в чем дело. Они понимают, что они неправы, но все равно до последнего пытаются что-то как-то выкрутиться, понимаешь? Защитить свою помойку. Чипсы без русской маркировки. Если Это они мои. решили так общаться, если они решили так Это- себя вести, это- без проблем. Тем более, есть такое это отношение к её нам, когда она мы с пришли с собой принесла. камерами. Ну, в принципе, мы видели, что было с ребятами, которые просто пришли и искали просрочку. Еще один оператор у меня. Я, что вам платить не буду. Платит будет. Я нормально работаю. Я заметил. Все нормально у меня. Видимо, вы не Все знаете, что такое нормально работаю. общаюсь, все знают здесь. Мне нормально все. А с ребятами тоже хорошо общались? Да. Уже 4 корзины Да. некачественного, по моему мнению, товара. Причем, ребят, вот вы всегда говорите, что мы заходим, как-то сразу начинаем провоцировать, еще что-то. Зашли сегодня максимально вежливо. Ни с кем не ругались. Брехня, на самом деле, всегда культурно со всеми общаются. До момента, пока не начинает человек. Сколько раз, миллиард роликов не выходит у Артема на канале, когда даже продавец начинает пенить, приходит директор, говорит: ребята, мы сейчас все это при вас утилизируем. Все, вопросов нет, извините, просмотрели. Вообще 0 вопросов. Он сразу все на тормозах всегда спускается. Раз, в помойку выкинули, все. Посмотрели, не нарушайте, все, дальше пошли. А когда, естественно, один пришел, второй пришел, это кидаться все начинают, что с ума посходить. 6 месяца. Быдло. Уж полночь близится, директора все нет. Выпечка. Причем они где-то постарались, сделали какую-то маркировку. Но вот это нет никакой маркировки. То, Это что она классика. забрала, тоже нет Это никакой классика. маркировки. И опять же, самое главное, ребят, товар продается в потребительской упаковке. Он был расфасован в отсутствии потребителя. Следовательно, на каждом упакованном в отсутствии потребителя товар Какими руками его туда клали? Какой у него срок годности? Клали. Прям вот реально клали. Какой срок годности? Никто тебе никогда не скажет. В основном всегда просрочка. Открывается товар. Кладется вся эта параша в эти пластиковые контейнеры и приобретает вторую жизнь. И дальше пошли ценнички переклеивать с датами. Все. Классика абсолютная просто. должны быть наименование, дата изготовления, срок годности и условия хранения.
маркировка должна быть на упаковке товара, не рядом. Если бы они продавали на развес из огромной коробки, вопросов нет. Такая маркировка меня полностью устроила. Если вы хотите быть первыми в курсе событий, если вы хотите знать, в каком мы магазине. Если вы хотите быть в курсе всех стримов, всех новостей, всех видеороликов, вот, пожалуйста, Hard Inside телеграм-канал, да, туда заходите, а там, да, ничего никогда не пропустите. Добро пожаловать, ребят. Самое главное, этим Там еще и заниматься розыгрыш. опасно, как вы уже поняли. По опыту наших подписчиков, опять же, никогда не ходите в такие маленькие магазинчики одни. Забыл вам сказать. Айфоны все пришли. Недавно разыгрывали 3 айфона в честь моего возвращения на YouTube. 17-х. Все доставили. Обязательно в телегу. Я думаю, завтра-послезавтра выложим постик. Там 3 красивых таких, знаете, ну чисто школьники. Сразу видно. Телефончиками все довольные. Да, поздравляю. Поздравляю, ребята, поздравляю. Кто просил, тому расписался. На макбуке тоже расписался. Все там, все поставил, все хорошо. Да, так что как так. Неподготовленные. И если вам нет 18, либо вы не уверены в себе и своих знаниях, в своих силах, тоже не стоит. Всегда лучше отойти, нежели вступать в драку, вступать в физический конфликт. Потому что на суде вас обязательно спросят, а почему вы не попытались избежать конфликта, а почему вы не попытались избежать драки, а почему вы не отошли и так далее. Причем, смотри, они могут, то есть на некоторых наклеена русская маркировка на русском языке, они знают, что они должны клеить, но почему-то не наклеили вот на часть продукции. А зачем? На печеньках тоже, кстати. И на печеньках тоже есть на каких-то, а на каких-то нет. Подожди, а Зато зачем? удобно, на входе есть микроволновочка, можно сразу разогреть. Микроволновка, смотри, как грязная все. Я бы испугался свой товар в такую микроволновку сувать. Но я бы в такой магазин, скорее всего, не пришел. С учетом только запаха на входе, я бы сразу развернулся. Смотри, вот на холодильник найду. Он весь уже перемотан скотчем, он весь грязный, он прям весь в жиру в каком-то. Тут все грязное такое, понимаешь? Ну, это вот это классика, все. такой А вот такое перемотано в скотче, булки в жиру все. Просто здесь неприятно находиться. Магазин универсальный, да? Вот тут часть товаров продуктовые. А вот тут часть магазина хозтовары, спортивные Ничего себе, там Джорданы оригинал, Адидас. Надо брать. сумки, шапки. Мне, кстати, как раз шапку Надо можно на брать. зиму. И за товаром следить не так сложно. Магазин, вот он. Вот край магазина, вот другой край магазина и налево покажи. А зачем? Всё. Подожди. И половина магазина при этом хозтовары. Как можно допустить такое количество некачественного просроченного товара в таком маленьком магазине? Че хочешь? Добрый О! вечер. Что за реклама? Никакой рекламы. Телефон рукав. И стаканчик. Убирайте рекламу. Антихайп. Реклама, что меня не видели или человека не видели? А вы кто? Вот начальник. Директор этого магазина? Давайте, Марина, Давайте пропустим. отстойте, пожалуйста. Ну, давай, сюда. Ребятам девушку скажу. Можно это? Пойдем, девушку скажу, убирайте. Мы здесь постоим. Если хотите общаться, давайте Ну, общаться. общаться, только камеру убирать. Да, середину будем, выйдем на улицу или? Не, зачем? Мы здесь. Ну, давай пойдем в кабинет. Зачем? Ну, боже мой, ладно, а да что-то. Ну смотри, когда до этого И все сразу улыбаются. Совершенно другие лица, совершенно по-другому себя ведут. Тоже классика, тоже это все вот, ну просто дефолт. 100%. ребят, я не знаю, ты или твои сотрудники вышвыривали из магазина. Что-то их в кабинет не звали, их просто вышвырнули за шкирку. Ошибаешься. Так, в чем ошибаюсь? Я попросил. Попросил. Ребята, я далеко. Не могу я. Давай завтра приходи, пожалуйста. Я тебя прошу. Завтра я далеко, ты завтра приходи, а на сегодняшний день тебя выкинут за шкирку и обматерят. Ну, это аргумент. Я на его стороне. Артем здесь не прав. Нет. Я говорю, пожалуйста, я далеко. Это их проблема, что вы далеко. Ну, Из-за этого можно вышвыривать людей за шкирку из магазина выталкивать. Давай, почему ты одну говоришь, одну? Правильно? Давай, ну, середину будем стоять, да, народу? Давай отойдем. Давай выйдем на улицу, да? Пойдем, ну, ради бога. Не, слушай, я видел уже, когда ребята вышли на улицу, их вытолкали, вы просто закрыли магазин. Они просто заблокировали дверь. Написано открыто. Я тебя прошу. Смотри. Если я приехал, мне позвал, я Так. приехал, да? Так, ты сейчас не руководитель магазина. Ну, С кем мне еще общаться? Не с кассиром же. Ну, согласен я с вами. Так. Ну, пойдем посидим, поговорим, да. Вопрос, почему ребят вышвырнули из Я магазина? же говорю, пойдем поговорим, да. Ну, мы друг друга рады, что ли? То есть здесь говори спокойно, да и все, зачем орать? Пойдем в кабинет сидим, да. Я не... Этот что-то ходит, что-то трется, что-то куда-то постоянно протискивается. Чего у него, я не пойму, за чесотка. Отсюда зашел, обошел, прошел, назад вышел с магазина, назад вернулся, сюда опять зашел, опять между двух мужиков что-то прошел. Что не так? Что с ним происходит? Стоят два человека спокойно вроде общаются, что какая-то суета какая-то идет. Я не Как хочу в тебя кабинет зовут? выходить. Артем. Артем, очень приятно. Мне Бугар зовут. Опа. Ну, да, девушка, что там? Мы фиксируем все Да происходящее ради на видео. бога, ради бога. Я против тебя ничего не имею. Я говорю, пойдем, ну ради бога посетим. Так, Я а не зачем знаю. ребята Ну, я объясни, же говорю, вышвырнули? пойдем поговорим, да.
Ты хочешь без камеры поговорить? Ну, я говорю, убирай сюда. Мне стало интересно, что же он такое расскажет, что стесняется рассказать на камеру. И я согласился поговорить без камеры. Давай, говори. Не, я в кабинет не хочу, говорю. Пожалуйста, твою мышку. Я не буду заходить. Нет, я никого Потом не выяснится, что украл я что-то, еще что-то. Ты не болтай, Я уже видел, как у вас относятся к покупателям в магазине. По-мужскому я говорю. По-мужскому? Пожалуйста. Ребят вышвыривать из магазина, это не по-мужски молодых, Нет, подожди. взрослым мужикам. Вот, камеры, убирайте на камере. И еще раз, мне с тобой не о чем разговаривать. Я Если... не про этого говорю. А сидим, общаемся. Я Да не мне не говорю. хочется с тобой общаться, мне не хочется с тобой сидеть и общаться. Ну, вот видишь, Мне хочется а, выяснить, можно? почему тут с Артем, ребятами так молодыми относятся. Артем, пожалуйста. Ты что камеру, больше не убирай. Они отошли, ты не захотел здесь Убирай, общаться. Да ради бога, убирай пусть камеру. Все, отойдите. Где Зачем? там этот, что там? Честно, звук пишется. Ну зачем? Как зачем? С такими людьми только писать звук. Ну ерунду не болтай, да, пожалуйста. Тут уже твоя кассир пыталась обмануть. А никто никого не Да обманывает. как? Она сказала, что мы все за кассу зашли. Вот видишь, ты одну говоришь, я другой говорю. Друг друга не будем уже ругаться или кричать. Если решили разговаривать по-мужскому. Я еще раз говорю, не по-мужски, когда взрослые Странно мужики это вышвыривают молодых ребят за никто не шкирку. вышвыривает. Да я видел Никто. видео. Что ты Не мне было рассказываешь? такого. Тебе видео показать? Я что хочешь, видео покажу, как они поступали. Смотри, я не знаю, как они поступали. Я видел конкретно Блин, ну здесь Артему надо было сказать, давай посмотрим. ваши действия. Не надо оправдывать свое поведение, поведение Ну, других как будто людей. бы это верно. Ты человек взрослый, не ребенок. Я тоже старше тебя. Я тоже сколько лет здесь. Причем здесь возраст? Причем здесь возраст Артема? Причем здесь возраст директора магазина? Что происходит вообще? Жизнь видел. Просто я тебя понимаю. Ты меня пойми. Все убирай, вышвырнут. Никого никто не вышвырнул. Я уже видел все. Ты говоришь, я видел. Да, конечно, видео видел. Я попросил их. Пожалуйста, завтра. Я Почему видел. ночью ты приходил? Подожди, хочешь сказать, попросил ты их вот так? Телефон, нет, телефона. Ну, хочешь тогда, ты мне Опять, смотри, у него чесотка, опять туда кто-то подходит. тоже покажи. Хорошо. Давай, Если ты хочешь, давай, то- давай. Я Смотри, вижу. они как поступают. Давай. Смотри. Давай. Смотри. Так. Нет, смотри. Видишь, они вот открыли вот это Что открыли? Вот. Так они же купить хотят, я вижу, деньгами машут. Не, ради бога. они тоже беспредельщики. Вот Девушка, я с ним пожалуйста, хорошо камеру разговаривал, я сказал, это, ребята, так, Ну, убирай, не надо. посмотри. Вот Я скину тебе. Он вчера... Все, не надо с девушкой Смотри, общаться. Со мной общайся. Пожалуйста. Вчера он был, Ну, да, пожалуйста. вот это парень. Ну. Не, давай. Ну вот смотри, Артём, я вижу, как ваши люди себя вели. Вот это вот отбирали камеру и Артём, бросались. можно сказать? Ну, Да. пожалуйста. Да он прекрасно знает, что было. Ну, девушка, ну, Смотри, все, без камеры мы общаться не будем. ай, пожалуйста. Если не хочешь, можешь с нами не общаться. Нет, общаюсь. Я пришел для чего общаться? Я не знаю, зачем пришел. Ну, ты же сказал, Да, потому что с кассиром я не хочу общаться. Да, Кассир сказал, что общайтесь с пожалуйста. директором. И вы как ее зовут? Как вас Не зовут? надо просить, мы вашу просьбу А? отклоняем. Маш, пожалуйста. Неважно, Маша. как меня зовут. Извини. Хорошо, Светлана, Валер. неважно. Ну, пожалуйста. Ну, объясни давай. Я не буду ничего объяснять, не надо говорить, кому что делать. Я еще раз говорю, мы без камер общаться не будем. Ты, если не хочешь, можешь с нами не общаться. Я приехал с тобой, Ну. хочу общаться. Почему нельзя все сделать правильно и по закону? Вот Жарас пишет в чате. Если думаете, что нет чистых магазинов, их все больше и больше. Это очень круто. Поверьте, вот судя по последним, даже по крайним вот этим вот 2, 3 рейдам, особенно по 2, есть магазины, мы заходим в 2 раза больше, чем вот этот магазинчик. Очень много реально товара везде наставлено. Мы проверяем, 0 вопросов. Реально, 1-2 позиции где-то там вот, и то, знаешь, там на день, на 2, там вот такое вот. То есть годами просроченных товаров нет. И видно, когда знаешь, как сразу определить, смотрят или нет за товаром в магазине? По пыль есть или нет? То есть, если вот, допустим, на верхнем ярусе нет пыли, то есть за этим товаром как минимум протирают, смотрят полки. Есть такие магазины, куча. Даже вот таких забегаловок. Поверьте, все, как всегда, рыба гниет с головы, ребят. Я общаюсь с тобой пыли, на да. камеру. Ну, давай, ну, одну ты говоришь, Как одну только слой пыли с мизинец, все понятно. Это стоит уже веками. я говорю, да. Если мы не можем общаться, одну ты скажи, одну я скажу. А другая, вот, пробуем, одну ты скажи, одну я. Только Тут разговор короткий. Да. Почему просроченный некачественный товар в магазине хорошо? Вот почему 5 корзин сейчас просроченного они все некачественного? просроченные? Часть некачественная, часть просроченная. это я не делаю. Я поставщик так поставляет. Я откуда знаю. Так, вы обязаны реализовывать свежий Поставщик так поставляет. Понял. товар. Покупатель покупает товар не у поставщика, он покупает его у вас. И вы как посредник, который зарабатывает между ценой Пойдем поставщика... покурим, да, и... пожалуйста. Я не курю и не Я люблю. пойду тоже. Хочешь, не кури. Мне тоже неинтересно с тобой общаться. Артём, Я я- вижу, что
товар, часть качественного, часть некачественного. Вы обязаны продавать потребителю только качественный товар. Это на вас лежит ответственность. Потому что товар должен быть свежий, качественный и так далее. Я же говорю, поставщик. Ну, давай любой магазин зайдем, по принципу, в Ашан зайдем, ты сколько хочешь просрочен бывает. Глаза, ну, товар, соответственно. Очень ошибочное мнение. Пятерки, допустим, те же самые Магниты, сейчас очень многие ультрачистые магазины. У них стали очень жесткие штрафы, а нам об этом пишут подписчики. Очень жестко их начали нахлобучивать именно за просрочку. Я не говорю за все. Еще раз говорю, это, видать, какие-то есть локальные такие вот траблы, но то, что сетевики стали... Раньше пятерку заходишь, это 100% джекпот. Дикси и пятерка. Ты зашел, это прям вот 200%, вот эта стая мух над фруктами летающая, это, ну, как вот закономерность. Сейчас... Ну, ты сравниваешь огромный Ашан, 1000 квадратных метров, и пол магазина 30 квадратов. У нас 2 человека, а в Ашане Тут сколько 3 человек? метра магазин. Нет, ты не поняла. Там Мы весь магазин почти проверили уже 30 человек за работает. час. Вот смотрите, вот товар. Я вот с вами подхожу. Вот как я должен понять, какой у него срок годности? Вы мне, может, объясните? Ну как, я вот должен русский человек, да, не знающий японского, китайского. Я знаю. А поставщик Так это ты продаешь, в твоем магазине продается. Я с вами согласен. Если я предоставляю услуги, я не знаю, что это за услуги, это будет очень странно выглядеть. Я с вами не хочу спорить. Ты же сам знаешь. Я тоже не знаю. Так ты не должен такой выставлять товар, значит, на прилавок. Его не должно быть на прилавке, если он некачественный. На 5 корзинок. На 5 корзинок вы обратили внимание. Ребята, ну давайте, ну, Артем, ты скажи. Давайте без давайте. Ну, если не хотите, можете с нами не общаться. Если хотите, общайтесь. Общаемся. Тут совершенно в другом проблема. Вы видите проблему в камерах, но проблема не в камерах, а проблема в просроченном товаре и в отношении, в вашем отношении. Я никогда не понимаю, что мешает утилизировать, если тем более узнали блогер. Если понимают, что накосипорили, да, там кого-то выкинули, там что-то где-то нарушили, ну возьми, просто приди, скажи: здравствуй, я директор. Вот этих вот неадекватных, я с ними поговорил, они так больше делать не будут, хотя бы так. Ну, давайте утилизируем товар. Все, конец. А это называется жадность. А жадность, друзья, порождает что? Правильно. Бедность. Вот за каждую копейку надо. Это некачественный товар. Это не просроченное. Это, то есть была просрочена, уже не просроченная. Так, пошло отрицало. Вот просроченная. Ну, бывает. Вот, видишь, Ну, бывает. Вот это все подожди, просрочено. ну бывает. просрочено они все. Внизу просрочено все лежит. Ну, бывает, да. Ну, бывает, да. Это, Ну, человек травился, но бывает. скажу, здесь это просрочено. Шпроты, колбаса. А, где настав, видишь, пекарь. Одну пекарь. Ну, Чего? подожди. Здесь 3-4 маркировка может быть. Я с вами Сколько? 3-4 позиции? Ну, да. Больше 20 точно. Ну, Она еще часть спрятала вот за прилавок. Если вы за прилавок посмотрите, там еще стоят, которые мы взяли, и она спрятала. Вот подожди. Этот не просроченный. Маркировка нету, да? Конечно. Ну, видишь, я тоже согласен с вами. Маркировка есть и нет. Мне не надо соглашаться со мной, мне надо, чтобы такого товара не было. Так проходит тоже поставщики. Поставщики, если я виноват, Врет, нагло врет. Может попросить эти наклейки, и они обязаны дать по закону. А вот когда уже речь идет о том, что подешевле купить, без всяких наклеечек и навариться побольше, вот здесь уже другой вопрос. Вы обязаны следить за товаром, когда вы... Но зачастую эти наклейки есть в магазинах, в рулонах лежат в подсобках. Есть они. Ставляете на прилавок. я с вами согласен. Поставщик виноват, вы можете сделать ему возврат. Артем, я согласен. Да, внимание, я не обращал тоже. Дома что, холодильник каждый раз не проверяешь? Это не холодильник, это магазин. вообще мы говорим. Это мой Нет, товар. нет. А это вы продаете товары для населения, я с вами оказываете услуги согласен, я населению. ничего И не вы против. обязаны продавать только Нет, свежий я товар. против ничего не имею. Я понял по просрочке и по некачественному товару, что вы это не замечали, это вы согласны с нарушением. Почему к ребятам так поступили по отношению? Я тебе сказал, ты видишь, показали. Ребятам тоже, как ты его с тобой общаешься нормально, да, правильно? Какое бы ни было Нет, общение, вы не имеете Вот права трогать ребят. Они же вас не трогали руками. Не тронул. Я никого не тронул. Причем вы, ваши сотрудники? Милиция тоже пришел. Ничего никто не тронул. Просто уже... Я видел на видео. Зачем вы сейчас врете? Подожди, я тебе одну скажу. Я прошу, да, Артем. Я тоже ему говорю по телефону, пожалуйста, я тебя прошу. Я далеко. Почему? Давай с утра приходи, я согласен с вами, бывает. Был. Ты можешь с утра приходить? Так что он должен под вас подстраиваться? Магазин работает и неадекватно. В любом случае, даже если они отказались и послали вас всех, то Ну, это милицию неадекватно позвали. трогать Нет, людей. неправильно. Милицию тоже позвали. Причем тут милиция, Нет, полиция? Полицию тоже вызвали. А при чем тут это и то, что вы вышвыривали ребят за шкирку? Да это другое. Это другое. Они тоже ничего не можете. Ни им, ни нам. Естественно, потому что полиция занимает нейтральную сторону. Согласен. Ну, если поспорим, всяк можем друг друга ругаться, правильно?
поспорить. Мне не надо спорить, мне не надо Мне ругаться. Мне вообще надо не ответ, говори. почему к ребятам, к молодым, такое отношение. Я не- Вы все переводите разговор то в полицию, то Ты еще не что-то, понял то меня. они себя вели. Полицию Вопрос, вызвали, они почему вызвали. вы так себя Потом вели? я вызвал. Так почему сотрудники так себя вели-то вашего магазина? Всех, что ли, вызвали? Объясняю, говорю, а что мне делать, скажи. Я Объяснить всё своим сотрудникам, что не надо так вести Нет, себя. я говорю, все поправим, делу. все сделаем. Не поправили, обманули, получается. Нет, подожди. А у него тогда это не было. Просрочка там 30 не было. Какая разница, они новые появились позиции. Нет, То есть вы обманули нет, еще нет, их нет. несколько дней Это назад. позиция не в сегодняшний день. Это позиция было когда-нибудь. 2 недели назад там Нет, некоторая это просроченная позиция. позиция. Нет, про- Вот, я только что сверху взял. До 01.06, а 22 На полгода. Да, 1-2. Вопрос, почему, я говорю еще раз, к ребятам такое отношение? Опять тоже, милиция пришел. Да при чем тут милиция? Почему у вас такое отношение к ребятам? Вы одно и то же говорите, милиция пришел, вы все прикрываетесь кем-то другим. Что А что мне делать? полиция? Объяснить, отвечать за себя и за своих сотрудников самому. Вы взрослый мужчина, вы можете сами отвечать за своих сотрудников Отвечаю и за я себя. своим словам, объяснить не могу. Что Почему мне они так себя вели? Вы им дали такую команду? Он тоже так себя вел, Нет. это он на камеру. делать? А что мне делать? Нет, это не он. Это не он. Что мне делать, говорит? Ничего, это магазин. Вы оказываете услуги населению, вы не имеете права их выгонять. Нет, ты не понял. Работает магазин, значит работает. Полиция говорю. Полиция говорил. Протокол составьте, им говорит. Вот пацанам, два пацанам. Чего? Так и так. Что мы можем делать? Полиция говорит. В чем полиция и ваше отношение к ребятам, то, что вы их опять тоже, вышвырнули? вы никто, опять тоже, полиция тоже говорит. Спасибо Полиция за тоже, осадки, что Евгений. хотите, объясните мне. Все, идите курите, у меня голова от вас заболела. Ну, опять- Вы одно и то же говорите, вы не можете ответить на конкретный вопрос. Подожди, Артем, Конкретный вопрос, почему с ребятами так поступили? Вы полиция говорит, еще кто-то говорит, почему конкретно ваши сотрудники? Поздравляю с подпиской, Вы все ребят. время пытаетесь уйти от ответа. это я. А, это вы? Да. А, так это вы вышвыривали. Кого? Дай свой телефон. Давай на улицу. Трогать не надо. Давай на улицу. Трогать. А куда на улицу? Трогать не надо. Ты трогаешь, на улицу. Дай свой телефон. Так это он. Я бы никого не тронул. Я никого не тронул. Ах ты, жулик. Ну это стопудово, даже по голосу. Ты он. вышвыривал ребят, получается. Да не вышвырли. Это не вышвыривал, да? То есть Нет. камеру отбирал? Нет. А кого отбирал? А вот, Нет. вытолкнул, это тоже их не ты, да? Из Вот, магазина. У нас тоже есть камера. О, дед, мне с тобой не о чем общаться. Я даже не понял сначала, что это он, понимаешь, у меня на лица память плохая. Я не вышвырнул. Да ты вышвыривал, что ты мне врешь, сейчас стоишь в глаза? Зачем ты мне врешь? Опять, я сказал, не вышвырнул. Я вижу на видео, что произошло. А до этого, слышишь, он рассказывал, я им сказал, что я приеду. То есть до этого он затирал, что он даже не приехал, потому что он где-то там далеко. А что это ты сделал? Погладил их по головке? Обнял их? Поцеловать должен. Нет. Поцеловаться должен. Слушай, мне мужчина не нравится. Если тебе нравится мужчина, мне Ну нет. а что говоришь? Я объясняю, говорю, с тобой разговариваю, говорю. Да я вижу на видео, что ты вышел, ты врешь. Я Ты просто стоишь в глаза и врешь. Что мне? Ты вышел ребят до этого. Вот видео есть Это не он, в смысле Сабин, он признался, что это он. Сейчас в разговоре говорит, да я их не вышвыривал. Это он. конкретное. Он. Подождите, Он не подождите. сказал, Ты говоришь, что что ты это вообще не видел. А, полиция Ты попросил пришла, приехать на следующий протокол день. составить. Там несколько свидетелей было. Да Я при чем как тут это- полиция? Я Ты за говорю, себя он. Там отвечай. 6-7 человек, свидетелей Полиция было. еще кто-то. Что ты за себя не можешь ответить? Все переключаешь, на кого стрелки кидаешь. Он Я сам так говорит. тоже. Я говорю, 6-7 свидетелей были. Вот. И Ну, все полиция тоже говорит. Стоп, машина, задний ход. Ты заднюю не включай. Что хочешь, ай, брат? я конкретно за тебя, за твои действия Ай-яй-яй. спрашиваю. Я мои действия, держа. Во что мы общаемся? Не ругаемся? Да мне без разницы, со мной Нет, общаешься. Я подожди. вижу, как с ребятами Мы не другими ругаемся. общался. Не ругаемся? На камеру со мной, может, ты так Нет, а они общаешься. тоже я им попросил. Да я Потом- видел, Я как ты их говорю, попросил. вот он По телефону признает. до этого с ним разговаривал. Слушай, без разницы, что ты попросил. Галя, Твою у нас просьбу может отмена. любой человек отклонить. Есть закон Российской Федерации, и ты не можешь толкать, выталкивать ребят за шкирку и так далее. Ты сейчас пытаешься перекинуть на кого-то ответственность, я с тобой общался как с адекватным человеком, пока я не понял, что это ты вообще. Ответственность опять тоже. Я не говорю кому-то перекидывать. Я не сказал, я никому не Да ты сейчас постоянно то на полицию, то на свидетелей, А то я на еще на говорю кого-то. полицию, да, опять. Я говорю, почему ты так себя вел? Опять я же говорю, попросил по-человечески. Да тебе могут отказать, понимаешь, твоя просьба это не закон, это не слово, которому все должны следовать. Тебе могут отказать, почему ты так себя вел, еще раз Опять спрашиваю. тоже. Я никого не вышвырнул. Да я видел. Ну, пожалуйста, ты садись, ребята. С тобой нормально общаться больше не будут, твои просьбы выполнять точно никто не будет. Ты так говоришь, знаешь, как я преступник поймал, да? Слушай, Я преступник, что ли? я думаю, преступление ты не совершил, но тем не менее, так вести себя по отношению к людям, к молодым ребятам, это неадекватно, когда ты взрослый дед уже седой, и ты ведешь себя так по отношению к молодым ребятам неопытным, которые слабее тебя заведомо. Согласен с вами, не ругайся, пожалуйста, подожди сейчас, секунду. Я буду ругаться. Извините. Когда я вижу такое отношение,
Я до последнего не понимал, что это он. У меня на лица память плохая. Я думал, это кто-то другой. Что будем делать? Что будем? Давай одну ты говоришь, одну я говорю. Ты говоришь, вышвырну, одно слово говоришь. Да, потому что не можешь ответить на конкретный вопрос. Пытаются объяснить, что так себя вести Да, нельзя. Ничего себе там ульта прошла. Да что бы они тебе не говорили. Можно, пожалуйста, я старше тебя. Да мне без разницы, старше ты или нет. Нет, так не работает. Уважение на друг друга. Старшие должны пример показывать, а не вот таким Неважно, заниматься. кто дольше коптит землю. Уважение по поступкам складывается. Можно сказать? Слушай, да мне неинтересно тебя слушать все. Потому что я думал, что я с адекватным человеком общаюсь. Когда я узнал, что это ты что я вышвырнул. плохого с тобой разговариваю? Да ты вышвырнул, ребят, причем я... Вот поэтому ты вышвырнул, одно слово говоришь. Да, потому что за него ответить Я не можешь пришел с тобой, за видишь, свои нормально. действия. Почему тебя не вышвырнул? Да я не знаю, почему ты Ну, меня не потому что здесь народу много очень, и камер много. И типа, ну, тут такое из себя. Или просто полиция местное замечание сделала, сказала, немножко затихни, а то это... Заканчивай свой звонок, иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Камер, может, много, потому что ты уже знаешь, Да боже что мой, будет. почему камер много? С тобой общаемся. Ему тоже говори, давай, пожалуйста, по телефону разговаривай. Да он не должен тебя слушать и твои просьбы выполнять. Еще раз тебе говорю, как не понимаешь, я как будто в стенку стучу, серьезно. Почему друг друга мы можем Надо общаться? другие люди. Артем, мы можем разговаривать? О чем он хочет еще общаться? Уже все сказали, о чем? Минут 20 раз говорим, правильно? Слушай, я Мы не не знаю. ругаемся, Артем? Ну ты кричишь. Нет, Ты одно и то же говоришь. Да, И у меня уже голова начинает тебя болеть, когда ты одно и то же говоришь по КД. Закрыто походи. Да. Пойми тоже. Нет, не пойму. Не про этого говорю, я никак. Ну, видишь, одну я говорю, ты меня не пойму, я не пойму. Конечно. Я с адекватными людьми общаюсь адекватно. Пока я не узнал, что это ты, с тобой общался спокойно, вежливо, уважительно. Когда я узнал, что это ты лично на видео ребят вышвыриваешь, у меня к тебе уважение пропало. А почему? Потому что ты вышел. Ну, я даже не знаю, ну, почему. Ну, потому. Ну, ребят молодых. Не знаю, что сказать. А почему они следующий день, 3 дня уже, они несколько дней проходят? Да какая разница, почему они, это Подожди, их дело, я это их им- действие. Ты тут при чем? Я что, поругал матам, и что, чего? Ты их просто за шкирку вышвырнул, а так вообще ничего. Они выше меня. Да какая разница? Мне 55. Они молодые ребята, они, естественно, не будут применять физическую силу. А ты считаешь почему-то, что ты главнее закона. И ты считаешь, что можно так делать. Можно делать то, что запрещено. Нет, я никогда никого рук не поднял. Я видел. Так ты на камеру сам говоришь, что ты вышвыривал пацанов. Как ты за шкирку их выталкивал. Нет, я руку не поднял. Могу надо было тебе еще тоже ударить? вот так толкать примерно, да? Это считается, я тебя толкаю, пожалуйста, Артем. Не надо меня трогать, мне Нет, мужчины не нравятся. вообще Я не люблю, когда меня мужчины трогают. Ты уже про поцеловаться что-то говорил, сейчас меня трогаешь. Думаю, одну ты скажешь, вторую я говорю, одну ты скажешь, вторую я говорю. Да? Что происходит вообще? Ты не хочешь общаться, а Всё, мне давай. неинтересно Нет, общаться. Ты почему вышвырнул? Это ребята. Почему это Всё, так? я понял, что ты не Ребята, ответишь. А почему ребята ты оправдаешь? Что я делаю, ребят? Подожди, почему? Потому что я за своих ребят, которые они, мне... Подожди, они откуда твои ребята? Которые мои ребята, это мои подписчики. Я всех своих подписчиков уважаю. И если я вижу, что неадекватно по отношению к подписчикам относятся, я приезжаю и проверяю. Я А кто-то твои покупатель. ребята, знаешь, что сказал? Ты мне не компенсировал. Я говорю, что должен компенсировать? Естественно, они могут сказать все, что угодно, ты не можешь трогать их руками. Нет, Я не понимаю ничего, уже у меня мысль этого, суть разговора, она куда-то... я не Что тронул происходит? опять тоже. Я их не тронул. Я видел на видео. Опять тоже. Опять тоже, потому что я видел видео, понимаешь, ты можешь говорить все, что угодно. Но когда есть видео... Это как, знаешь, как вот карандаш красный, тебя пытаются убедить, что он, я не знаю, там, синий. Вот примерно то же самое. Если ты себя оправдали подписчикам, я говорю, милиция, а милиция для чего нужна? Причем полиция. Ты то считаешь, это нормально убить человека, а потом в полицию заявить. Полиция для чего? Нарушить закон, а потом в полицию заявить. Полиция для чего нужна? Пресекать Ты знаешь полицию правонарушения. нашу? Пресекать Российский закон полиции не уважаешь? Не кричи, успокойся. Чего вы спорите? А я не знаю, что он спорит. Я сказал, все, мне неинтересно общаться. Ну, ты подписчикам, что хочешь подписчикам добиваться, я мне объясню. Рекламу хочешь делать? Кстати, знаешь, что я тебе посоветую? У тебя YouTube работает сейчас? YouTube? Да, ну ты видео на YouTube смотришь. Ты в машинах. Внезапная интеграция. Бэм. Если хотите, покурите. Мне больше общаться не с чем. Если хотите приносить телефон, я вам покажу. Но у меня просто голова заболела, я серьезно Моя говорю. школа. От одного и того же. Вот про это я же говорю. Одну ты говоришь, одну я. Одну ты говоришь, вторую я. Так вы одно и то же Ты говорите. говоришь, ты, четвертый я говорю. Просрочку уберите кто-нибудь, магазин закройте, почистите и продавайте дальше. Что происходит? Будем общаться. Да. Ты взрослый человек. Где YouTube канал есть, ты говоришь. Я подписчик сколько есть? Много подписчиков? Не, мало. Почему? Моя мама и сестра только. Почему? Что за слово по маме? 2 подписчика. Ну, я буду давать 5-й буду, 6-й буду. Да, 5-й, 6-й. Вы обязательно подпишитесь, конечно, когда видео выйдет. Все, ладно. Мы ищем дальше просрочку, ищем некачественный товар. Ну, что будем делать? Не знаю, вы что хотите, то и делаете. Мы будем завтра сидеть здесь?
Ну, у вас магазин вроде круглосуточный. Ну, сейчас закрываю. Он у вас круглосуточный? Ну, это здесь у меня не круглосуточный. Это у меня не 2 часа. Когда хочу, работаю, когда не работаю. У вас режим работы какой висит? Ну, сейчас продавцы нет. Режим работы Выгнали круглосуточный. продавцы. Я не выгонял никого. Выгнали продавца? Я не знаю. Ну, да, будем до утра сидеть. Смотрите, режим работы круглосуточный. Будем Согласно завтра. статье 11 Закона о защите прав потребителей, Ну да, вы есть обязаны такое. работать согласно режиму работы магазина. То, что вы закрываете раньше, Если повесили вывеску, не открываете работает. меня, это не интересует. Отказал, что ли? О, свет уже выключают частично. О, Будем одну здесь пошла. Суетолог пошел свет выключать, смотри. сказать, одну я буду сказать. До утра будем сидеть. Да мне не интересно. Пока здесь по ушам ездит, там быстренько рубильничек. Опа! С вами Сюда. общаться, еще раз говорю, вы говорите говоря, одно с и кем то хочешь же. общаться? Ты скажи мне, с кем общаться, с кем Слушай, хочешь общаться. после этого, наверное, в магазине уже ни с кем не хочу общаться. Ну, Спасибо, это же Дима. неприлично. ж. Почему неприлично? Ну, это Неприлично может- ребят выталкивать. Ну, ты, А я могу общаться, могу не общаться. ну, давай, Артем, Это одну, факт. ты, вот видишь, ты куришь? Нет. Давай выйдем, хотя бы свежий воздух будем, да? Я же ведь не выгоняю же. Вот твои- Свежий воздух, трасса, и ты будешь курить рядом стоять. Подожди, никто не выгоняет же. Ну, естественно, потому что ты понимаешь, Ну, что и на тебя пойдем смотрит камера, покурим, возможно, ты пойдем меня по- знаешь. Пойдем покурим, Артем, пожалуйста. Я не буду курить с тобой, еще раз тебе говорю. Если хочешь курить, приходи, возвращайся. 2000 лайков. Какой срок годности? Да, вниз посмотри. Тут написано до, Нет, это до 23-го года. Нет, это коробка, как говорится. А где? Не видишь? Где? Там у него посмотреть. Надо взять глаза, что молодой же глаза есть. Да, потому что тут нет ничего. Не может быть. Ну, где? Это не может быть, есть, всех есть. Ну, есть, покажите. Смотри, Давай. наше предложение. Да. Просто ты утилизируешь Спасибо, просроченный Наним. некачественный товар, вскрываешь упаковки при нас. Ой. Ой, какая Ой, вот это в районе свет отключили, да? А кто это сделал? Кто? Нет, а кто? Нет, подожди, а кто это мог сделать? неожиданность. Неожиданно выключился Давай, свет. подкачай. Да подожди с Ютубом, ты мне с товаром разберись. А мне я товар. разберусь, да? Возврат делаю, да? Естественно, возврат за купленный просроченный товар. Все, я сказал, все сделаем. Еще раз. Ты когда хочешь приехать сюда? Сейчас. А Я сейчас. я же тебе говорю. Я это все. Все, что угодно, чтобы только сохранить товар. Че хочешь, будут на ушах стоять, чтобы только за копейку вот эту не выкинуть. Возврат должен делать. Я им Мне деньги не- должен. Мне не нужен Подожди, возврат. подожди. Еще раз. Возврат можно делать с открытой упаковкой даже. Ничего тебе никто не может сказать. Если даже они его немного как-то портят вид или вот так вот просто ножницами протыкают, тебе также делают возврат, если товар некачественный. И те изначально поставили. Я говорю, Артем, ты вы что пойми, я им деньги должен. мне Я не без могу разницы, доказать, я им не могу доказать. Который Чё? их не покажу, не могу доказать. Вот ты собрал сюда? Это ваши риски. Нет, я Вы не согласен. убрали товар, Нет. вы несете риски. Я Смотри, согласен. мое предложение простое, я еще раз говорю, озвучиваю. Либо ты вскрываешь просроченный некачественный товар, говоришь, что да, я не буду больше ребят Давай. вышвыривать, и все, мы уходим. Пожалуйста. Мы же не забираем его. Я не говорю, забираю, брат. Я же не про это. Ты я же говорю, скрыт, я же говорю, я им деньги должен. Они такие, значит. Либо только второй не берут. вариант. Подождите. говори. Ну, пожалуйста, глаза болят. Свет включите, и не будет светить А никто. я же не включал. Да ваш коллега или женщина, мы что, не знаем, что ли? Возврат. Первый раз, что ли, такое видим? Подожди, возврат. Свет я включи, и должен, всё. должен. Кто это? Возврат им доказать же, доказать им. А то сейчас откроем его. А кто это сейчас? Клянусь Богу, они не возьмут. Нам без разницы, еще Охранник раз. здесь ночной семен съел колбасу, сметана. Сметана съел, а просрочен. Возврат не приняли. Я говорю, почему? А вы ели же. Откуда докажи, что она просрочена была? Ну вот в чем проблема? В чем проблема вот этого? Смотри, Я еще говорю, раз. Артем, я забираю это все. Нет, не забираешь. Либо ты Артем, вскрываешь, это? либо мы вызываем сотрудников полиции, они изымают это. А полиция тоже не занимает. Ты веришь, полиция тоже не забрал. Потому что ПСники были. Потому что не те были сотрудники. А никто не забирает. Шасков тоже звонил. Шасков говорит тоже. Здесь Шасков тоже есть, правильно? Ну, ваши ребята, когда пришли, им тоже сказал. Шасков говорит, Удалят тоже сказал. Протокол составьте, пожалуйста. И все. Ты вы представляете сейчас, как участковый ему благодарен будет? Просто на ровном месте туда, в маргарин. Они говорят, им не составляем. Смотри, еще раз. Я говорю, мне неинтересно общаться. Мне предложение простое. Либо ты вскрываешь. Артем, Извиняешься? давай по-братски, я говорю. По-братски мне не Нет, надо. По-сестрински, по-дружески. только по Ладно, вызываем сотрудников полиции. Все, я понял. Все. Всё. Если ты говоришь, полиция Всё. не изымает, хорошо, мы сейчас проверим как раз. Все. Нет, ты слушай нормально, они не имеют. Они говорят, протокол состава уходи. Все, если ты считаешь, они не имеют, хорошо. Не, мы сейчас не разберемся с понял. ними тоже. Они говорят, протокол составляем. Конфетка. Вам говорит, не мне. Здравствуйте. Хотели вызвать сотрудников полиции. Слушаю, адрес. Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение А. Так, Дробь что 54. случилось у вас?
К сожалению, приобрели и выявили много просроченного некачественного товара. Нужен участковый либо следственная оперативная группа. Вы приобрели некачественный товар. Просроченный, да, товар. Да. При каких обстоятельствах? Доставку заказали? Нет, в магазине. Тут магазин. Мы пришли, купили. А, вы вызываете сотрудников в магазин? Да, все верно. Магазин продукты. Артем. Я вызываю сотрудников, сейчас пообщаемся, если хочешь. У вас конфликт получается с продавцом, они отказываются менять товар или что? Конфликт с магазином, поскольку они продали просроченный некачественный товар. Мы предложили им спокойно просто вскрыть, но они не хотят. Артем, я же про этого говорю. Скрывать. Давай возврат делай, да? Все хорошо, передаем вашу информацию, ждите. Спасибо, ожидаем. До свидания. До свидания. Посмотрим, сколько в Таганском районе едут сотрудники полиции. Тут нам говорят, что они не изымают товар, не хотят протокол осмотра составлять. Сейчас Зря он это проверим. сказал. Артем, такое бывает? Полиция забирает товар. Я не Конечно. знаю. Полиция составляет протокол осмотра и протоколом осмотра изымает весь товар. Полиция? Да, полиция. Полиция, подожди. Наша полиция как может этого сделать? Полиция обязана зафиксировать данный факт и изъять товар. Дальше она может либо оставить магазин его на ответственное хранение под расписку, либо может забрать в отдел, и все. В любом Уже случае, Давай я... возврат. Вот, веришь? Что? Веришь? мне Я не надо подписки, верить. Подожди. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам 500 миллионов раз это видел. Да, это наш с тобой, говорит, секрет. Смотри, завтра придешь, товар будет или нет? Мне не Я- надо верить и так далее. Мне надо, чтобы сейчас Что этого товара не он было. несет? Я и так Я пошел на уберу, встречу, давай я сказал. сейчас уберу. Мне наш открыл, чтобы ты его не выставил на полке вновь. Ты ребятам уже пообещал несколько дней назад, что товара такого не будет. Мы видим с июня кофе, мы видим ребята, приправы с насчет- августа. Артем, мы насчет этого не разговаривали. Мы разговаривали, Артем, насчет просроченного. Ну, так просроченный товар, я тебе про то и говорю. Ну, я же убрал, да, я убрал. Нет, вон сколько просроченного товара мы нашли. Тебе только что кофе показали, вот, Один с июня. кофе, 3 кофе. Ну, ты же сам знаешь. Орешки с ноября, приправы с августа. Ты не выполнил свое обещание. Почему? Потому что просрочка А дальше я продолжает покупаю. реализовываться в магазине. Артем, ты сам пойми. Некачественный товар, они тебе говорили про маркировку. Пойми, пойдем Нет, покурим. Они говорили, не знаю, тебе или кассиру, Давай они на говорили. улицу Я тебе предложил варианта два. Полиция приедет изымет, либо ты вскроешь, ты не хочешь скрывать, да без проблем, мне без разницы, понимаешь? А я Мне тебе говорю, я тебя попросил. не надо меня Дай просить. мне возврат сделать В завтра. просьбе отказано. Здесь я должен деньги. Надо было вот такой товар не реализовывать, тогда бы ты не попал в такую ситуацию. Я ошибся, я виноват. Слушай, театр вообще отдыхает. Тебе уже ребята говорили Не о твоей верю. ошибке, ты не исправил ее. Понимаешь, если первый раз, я всегда прощаю. Нет. Тебе уже ребята Клянусь, говорили. говори, мне не скажи. Сам Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. тебе уже ребята Клянусь, говори, говорили. мне не скажи. Сам говоришь, они каждый день приходят. Нет, каждый день приходит. Нет. Вот, да они- у тебя просрочка опять нет, продается. Я им про что просрочку не говорю. Сейчас Ну получишь. я же говорю, дай мне возврат делать. Смотри, ты сейчас Помоги получишь. мне возврат делать. Мне не надо тебе помогать. Я на стороне потребителя, а не на стороне магазина. Да. Я тебе предложил, чтобы без штрафов и так далее. Ты просто утилизируешь Ну, это все. просто песня. Окей, полиция сейчас изымет, тебе штраф выпишет, все то же самое будет. Ну не сейчас выпишет штраф, а когда рассмотрит материал дела. Я говорю, хотя бы. Вот ты пришел, Артем, Да, ты говоришь, все мои подписчики, да. твои работники, правильно? Нет, подписчики мои. Твои это ребята, правильно? Подписчики мои, да. Ну да, давай я еще буду я твой подписчик. Там мне вот без разницы. не Мне хватает пробовал. подписчиков. Ну, Я ну, ничего что- не понимаю. 500 тысяч человек, не знаю, 5 тысяч. 5 тысяч один буду я. 5 тысяч буду я. Да ты и так подписчикское видео выйдет, я же говорю. ради бога. Посмотришь. Я Понимаешь, ничего не понимаю, что здесь происходит. Ничего. мне не надо уговаривать, еще что-то. Я тебе предложил, все, у меня других вариантов не будет. Ну, я говорю, ты говоришь, ты первый раз пришел сюда, правильно? Да, ребята, не первый раз. Нет, ты говоришь, первый Да. раз пришел, да, Да. правильно? Не они. Да. Ты сказал, я первый раз, а всех прощаю. Ты пришел первый раз. Не надо давить на подожди, эмоции, не надо пожалуйста. манипулировать Ну, пытаться. подожди. Ты сейчас пытаешься манипулировать, я тебе еще раз сказал, других вариантов все равно не будет. Все, Артем Сколько ты не встрял. пытался. Ну, ты говоришь, я первый раз, если первый раз, ступки иду. Ты еще пришел, Ага. ну, ступки иди, мне дай возврат делать. Все? Ну, пожалуйста. Все, да? Не, смотри, на уступки я не пойду, все. Как вы отнеслись по отношению к всё, ребятам, я ясно, на уступки всё, не переобулся. пойду. Я же, а ребятам тоже как с тобой общаться, говорю, с ними тоже общаться. Так. Я видел, как ты их вышвыривал. Ты не понял мне. Я попросил, пожалуйста, завтра приходи, я далеко. Я тебе, знаешь, во сколько было? 10:30. Окей. Давай, пожалуйста. Ну, ты тебе Я привет, здесь приехал. рядом, я, говорю, здесь рядом работаю. Я говорю, давайте завтра рядом. Ну, приходи с утра. Я Ну, в 9 ничего буду не на работе. понимаю вообще, Магазин что происходит. круглосуточный. Нет, и я... Они не должны тебя слушать. Нет. Ну, Не должны приходить с утра. Ну, почему ты слушаешь меня? Потому что я умею общаться с людьми. Но это не обязан каждый человек уметь общаться и слушать. Очень хорошо сказал, я общаться умею. Смотри, сейчас даже пакости вы свет выключили, чтобы нам неудобно было, чтобы нам некомфортно было здесь находиться. Да, чтобы просрочки больше не нашли. Потому что свет включить надо. Здесь просрочки сними, да, я ничего не говорю. Я
против него ничего Так не свет имею. включите. Зачем вы свет Дай мне выключаете, хотя бы- пакостите? дай мне хотя бы. Это возврат делать. Они мне наклоны висит деньги. На самом деле до смешного из-за 5 корзинок товара, ну, сколько это там, 20 тысяч рублей? Смотри, ты хочешь, чтобы я к тебе хорошо относился, при этом вы выключаете свет, когда мы тут, мешая нам тем А я самым. клянусь, говорю, сейчас знаю, а кто свет выключит? Я не знаю. Общий, может, там общий, у нас общий. Естественно, Ну, мне общий. супер, да. Поэтому гирлянда работает, камеры Пожалуйста, работают. Подожди, девушка, в глаза бьет, пожалуйста. Общий. Все равно снимай вот здесь Включи вот. свет, и не будет фонариков. Ну, будем Я вижу, что свет есть. Подожди, Артем. Дай мне возврат делать. Я тебе ничего не Какой запрещаю. жена? Я тебе просто говорю, что есть два варианта. Либо ты вскрываешь, либо сейчас сотрудники полиции, которые приедут, они это Я изымут. в убытки не пошел. В сегодняшний день можешь деньги зарабатывать? На любой работе. Я уверен, ваш магазин тоже может зарабатывать. Нет, и сегодняшний день. Ты смотри, сколько конкурентов есть. Я светофором можно конкурировать? Это вы выбрали такой бизнес. Каждый выбирает свое. Подожди, светофором можно конкурировать? Со светофором? Да. Слушай, я насколько знаю, там оптовый больше магазин, и там товары тоже не самые лучшие. Красный-белый. Вот, через дорогу. Там один алкоголь. Нет, я тебя понимаю. Я ничего не понимаю, при чем здесь Дай мне светофор, при чем здесь возврат. красно-белое? Я бы тебя понял, если бы не А видел ты эти купи видео, план. как ты вышвыриваешь Ты ребят. Можешь купить сказал план? мне, вот все. Я все сделаю. Через 2 дня приходи, еще раз проверяй. Я постараюсь все. Зачем мне через 2 дня приходить? Я сейчас уже здесь. Нет, и возврат сделал я все. Поставщик открыт товар не берет. Да мы не Твои берем проблемы. магазин, всё, Ну а разговор что? ни о чем. Открывать берут? мне без разницы, еще раз Пожалуйста, не надо с отцом разговаривать, перед друзьями, все разговаривать. Вы не- С кем? Че? Да мы не Твои берем проблемы. магазин, все, Ну а что? разговор ни о чем. Открывать берут? мне без разницы, еще раз Пожалуйста, не надо с отцом разговаривать, перед друзьями, все разговаривать. Вы не отец ей. Вы никто. Я с вами вообще не разговариваю, я разговариваю с молодым человеком. Это же нельзя же, не Я с прилично вами же. вообще не Как это разговариваю. Артем вас учит? Не вам говорить за приличие. Надо прилично разговаривать. Артем так взрослый Он реально за приличие из-за отца какого-то поговорить хочет? Чего? человек, видишь, так не разговаривает. Не надо Уважение манипулировать, пытаться разговаривать противопоставления какие-то делать и так далее. Вас сейчас никто здесь не уважает, находящихся здесь, понимаете? Папа! Потому что вы повели себя неадекватно по отношению к незнакомым нашла ребятам, молодым людям. тебя! Потому что вы реализуете Надо было такой так товар. сказать. Именно ты им Девочка. прицепиться. А почему не хочешь старшему слышать? Они же какие поступки делали? Именно Мне не это. надо кого-то слушать. Я говорю еще раз, есть факт, я видел видео. Если ты говоришь, что они как-то неправильно себя вели, покажи мне видео, да я скажу, может, да, действительно они неправы, и я понимаю, почему вы так сделали. К примеру, они на вас кидались с кулаками, ты мне показываешь видео, у вас камера есть, и такой, блин, да. Им пальцем никто не тронул. Они на вас. А кто-то им кулаками? Они на вас кулаками. Нет, я им кулаками дали. А они на вас. Их тронули. И кулаками. Зачем мне ребенку? Что вы им кулаками? Ну, то есть ребенка Это- кулаками трогать не надо, а вышвырнуть за шкирку можно, в принципе, вытолкать. И потом закрыть магазин за ними. Поскольку первый раз, действительно, я пошел на уступок, предложил просто вскрыть товар. Первый раз ты со мной разговариваешь. Ты первый раз со мной приедешь? Если бы ты не выкидывал ребят до этого, у меня было бы к тебе другое отношение. Я сказал, никого не вкидывал я. А что ты делал? Зачем? Этот стоит. Ну, людям помогает, тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. All I need tonight. Раз, два, три. Рубильник. В магазине курите. Человек В рубильник. магазине курить не надо в общественном месте. Работника нашли. Молодой. В магазине курить не надо в общественном месте, еще раз говорю тебе. Выходи на улицу, да? Свежий воздух. Я здесь стою, ты здесь загазовываешь здесь воздух. В магазине не надо курить. Выходи на улицу. О, сотрудники Нет, я звонят. не курю. Алло, да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Приобрели в магазине, к сожалению, просроченный товар. Некачественный товар. Вывели 5 тележек, 5 корзинок точнее. Хотели по данному факту подать заявление, чтобы сотрудник составил протокол осмотра и изъял этот товар. Ага. В данный момент я могу только приехать, принять ваше заявление. Нам нужен либо участковый, либо следственная оперативная группа. Я понимаю, что вы не можете изымать товар, значит, нам нужен сотрудник, который уполномочен на это. Хорошо. Все, спасибо, ожидаем тогда. Гениальная табличка, выход. Не видно. Вряд ли кто-то ее, в принципе, увидит с покупателей. Если действительно нормально. будет экстренная ситуация, да. Выход. Глаза бьет. Так я же сказал, включите свет, и мы уберем. Нам, что ли, в кайф с фонариками стоять? Вы нам создаете трудности, мы действуем исходя из ситуации. Артем, с другой стороны посмотрим, да? Вот сейчас у нас вот там вот некачественный товар вот такой, да? Так. А вот это вот станет некачественным товаром, потому что условия хранения неправильные. Ну, от того, что холодильники сейчас не работают, конечно. Неправильно. Вот где? Вот холодильник А не где? работает. Ну Вот это где? потом выкинете это тоже. Нет. Поставщикам это все вернете. Оно не работает, холодильник не работает, холодильник. Сейчас мгновенный электрик найдем, отключат. Так же, сейчас она же останется, правильно?
Вот это вот, а вот это вот. Он то же самое. Да. А это- Просто холодильник. Сейчас нарушаются условия хранения. Непонятно. И товар медленно становится некачественным. Вы А устраиваете цирк и выключаете свет зачем-то. Нет, и вы же не хотите камеру брать. Ну, не устали снимать? Нет. У нас еще надолго хватит и заряда, и Не памяти. про этого говорю. Ну, сняли, даже сколько сняли. Вы сами себе товар. Жесть какой-то. Кнопка пожарная тоже очень удобно висит. А как у вас, если пожар случится, как вы эту кнопку нажмете, интересно? Нормально. Мизинец ноги. Вот сюда, вот здесь она стала. Я вижу. Упал. Просто упала. О! Ничем хорошим это не закончится. С первого взгляда вот лучика, вот этот лучик, когда заходит, я сразу вижу, либо это сотрудник, либо это что-то это да. Потому что по вот этому вот высоко смотрящему гордо вверх, я понимаю, что ничем это хорошим не закончится. Так, алло. Добрейшего вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу предупреждаю, что видеосъемка осуществляется, правильно? Вот они, рученьки, вот они, сразу. Заметили? Я угадаю, говорит, эту мелодию с 6 нот. Помните, как с Валдисом Пельшем передача? Старые там бородатые года, да. А я, говорит, с 2. А я, говорит, вообще без нот отгадаю, да. Прям так. Вот то же самое. То есть, представляете, глаз пожилого алмаза, понимаешь? Сразу. Я, говорит, предупреждаю, да, что, говорит, это мои, говорит, последние сутки перед ВГВРшником, да. Сразу говорю, фиксируйте, говорит, все крупниками. Поехали. Давай, родной, не подведи. Добрейшего вечера. Ну? Здравствуйте. Сразу предупреждаю, что видеосъемка осуществляется, правильно? Видеофиксация. Видеофиксация. Так. Данная видеофиксация не распространяется в сети интернет, она может быть только предоставлена моему начальству, в суды и в прокуратуру. О, свет. О, вот оно, понимаешь? Спасибо большое за свет. Все, я думаю, всем операторам понятно. Что понятно-то? Так дело в том, что не блогеры распространяют в сети интернет, а платформы, понимаете? И я как-то давным-давно, мне один товарищ майор из Химок, он мне сказал, я, говорит, докопаюсь до... Я ему объяснил, говорю, понимаешь, говорю, то есть распространяет, это вот тот, который стоял, измывался, покрывал весь этот вот гадюшник, помните, да, его? Я не знаю, там, помните, не помните? Веселый такой, лысенький. И вот он говорит, я говорит, обращусь в Google. Я говорю, да? Прям в Google, он говорит, прям в Google. Я, говорит, докопаюсь до этого. И скажут, что это вы распространяете. Я говорю, правда? Говорю, потрясающе. Я говорю, обязательно скажите, когда достучитесь. Я говорю, очень жду. Кто? Мы сотрудники полиции. Так. Правда, я думаю, по мне видно. Нет. Сержант Что полиции нет? Брюман, УДП Таганскому району. Вот, уважаемо. Но... Если мне не изменяет память, товарищ сержант, вот эта вот штука, не помню как называется, автомат, по-моему, должен быть направлен вот этой штучкой, вот этой вот дырдочкой, да, немножко вниз, дабы в случае, если совершенно случайно произойдет какой-то непроизвольный, да, этот хлопок, да, чтобы глазик не висел где-нибудь вот на шармеле, да, поэтому вот говорят, что вниз вроде как вот эта штучка должна смотреть, но это просто так, ну, может, конечно, это я придираюсь, ну ладно. А вы? А я сержант полиции Усанов. А то вы запрещаете, не с того начинаете. Я с того начинаю. Я видел 3 видео. Вы... Че еще раз? А то вы запрещаете, не с того начинаете. Я с того начинаю. Я видел 3 видео. Вы обязаны, прежде чем обращаться к гражданам, представиться. Давай, привет. Затея 5, сотрудник полиции, закон о полиции. Хорошо, я вас услышал. Во-первых, я не консультант в свободном доступе. Во-вторых, что вы от нас хотите? Мы Поэтому приехали- представляетесь. Чего? Чего? Что он сказал? Консультант в свободном доступе? Мне диетическую колу и 2 бургера, пожалуйста. Срочно нужно. Выполняете свои Чё? служебные обязанности. Выполняю свои служебные Когда хотел что-то умное сказать, и, короче, за отсутствием этого что-то ляпнул такое вот, что просто вот лучше просто молчал. обязанности. А? Всё? Я думаю, кто контент завезет все-таки в этой серии? Это странно, что Артем ее выложил. А, нет, понял. Я думаю, у нас нет опознавательных знаков, да? Какая разница, вы обязаны представиться. Вы сейчас зачем спорите, сотрудник Я полиции? не собираюсь с вами полемику. Вы уже спорите. На основании чего запрещено вас выкладывать в сети интернет, как вы На говорите? основании федерального закона. Какого? Которого я не знаю. Этот стоит, думает,
Опять в маргарин залезли. Молчи. Он про себя «Отче наш» читает и говорит: Господи, пожалуйста, заткнись. Заткнись, не надо. Не надо. Стой, ничего не говори. Просто выслушай людей, не надо. А этот все. И тут Остапа понесло. Я опять же... Повесил жетончик, побежал. Все, рассказывать, что кто может, не может. Но ничего, правда, не знаю, но всем все расскажу. Консультант юриста... Если вы сотрудник полиции и вы ссылаетесь на закон, Я ссылаюсь на закон, согласен. если вы что-то запрещаете, Я вы обязаны запрещаю сослаться на закон. опубликовать меня в сети интернет. Сошлитесь на закон, сотрудник полиции. Не знаю. Еще раз повторяю. Сержант, согласно статье такой-то, такого-то, такого-то кодекса, например, да, если мы говорим за это, вы не имеете права, ну, хотя бы что-нибудь примерное, да, близкое к тексту статьи. И тогда человек не сможет с тобой спорить, потому что ты, как представитель власти, ссылаешься на закон. Это так работает, сержант, чтобы полосочки превратились в звездочки в далеком, может быть, будущем. Надо выучить законы, хотя бы немного понимать. И, кстати, когда заходишь, надо все-таки представляться гражданам, особенно если они с камерой говорят плохая примета, да. Я не юрист-консультант в свободном доступе. Вы обязаны, Согласен. если вы что-то Я не- запрещаете, я обязан. назвать причину и основание. Конечно. Причину и основание назовите. А ничего тот факт. Какого он, 2000 года рождения? Какого? Раньше? До 2000 какого? 10-го? Что это за манера общения? Это если вы что-то Что запрещаете. за зумерская манера такая? Я должен? Да, ты должен, друг. Туда пришел, будь любезен. Я на экзамене сейчас нахожусь. Вы с гражданином общаетесь. Я согласен, я с вами общаюсь как гражданин, правильно. Дальше что? Причину. Основание назовите. Слушайте, я вам приехал сюда помочь, правильно? Прежде всего. Нет, ты приехал на вызов. Не знаю, зачем вы приехали. Пока я вижу человека, который зачем-то спорит со мной, не может ссылаться на закон при этом. Вот сотрудник представился, да, все, я понял, кто это сотрудник. Я вам представился. После моей просьбы только. И он ничего не запрещал. Вы запрещаете. Основание. Поехали дальше. Сережа говорит: сейчас, подожди. А что ты делаешь? Говорит: да сук пилю. Какой? На котором сидим. А можно еще ваши документы? Я вам помогаю. Давай, помогай. Не-не, говорит, ты сам. А, ну ладно. Как шампунь, 2 в 1. Проверка документов. Такого удостоверение нет. личности. Проверка Такого нет документов. основания в статье 13 закона о полиции. Еще. Проедемте в отдел, удостоверим вашу личность. В чем проблема? Должно быть основание для доставления в Еще отдел. раз. Вы мне отказываете предоставить ваши документы? Нет, конечно. Нет? Второй стоит. Если увижу законную причину, услышу законную причину, конечно, представлю. На основании статьи 13 закона о полиции. Да, тяжело, как закон. просто- Да, согласен. У нас уже сумбур какой-то получился, Да, честно. согласен. Я вас вызывал вообще по поводу просроченного товара. Что за истерика, я не пойму. Кто, как он туда попал? Что там происходит? Что вот это вот все такое? Вот это что? Что это за браслетики? Что это все такое? Хорошо. Зачем вступать со мной в полемику? Вы начали что-то запрещать. Потому что он так хочет. Дальше что? Стрессоустойчивость там есть, там все остальное. Ну, Опять. начинается Согласен. опять. Я запрещаю себя выкладывать в сети интернет. Хорошо, запрещаешь всем по... Так, хорошо, все, тебе отказали. Потому что требования незаконные, да. Ты находишься в общественном месте, здесь совершено правонарушение. Выкладывает не блогер, а выкладывает все-таки площадка, да, на которой все это есть, да. Давайте Это по мое личное порядку. право как сотрудника полиции. Во-первых, вы сотрудник полиции, Руслан, не вы в сейчас коем на Меня будут службе. сейчас учить. Ваша деятельность Серьезно. публична. Конечно. Я буду Моя вас деятельность учить. публична, да. Да. Но она публична для моего Деятельность начальства, публична. раз. Одну секундочку. Я знаю, кому это пригодится из наших подписчиков. Сейчас, одну секундочку. Еще разочек. Сотрудника полиции. Во-первых, вы сотрудник полиции, Да. вы сейчас на Меня службе. будут сейчас учить. Ваша деятельность Серьезно. публична. Конечно. Я Моя буду вас деятельность учить. публична, да. Да. Но она публична для моего Деятельность начальства, публична. раз. Для суда, два. Для прокуратуры, А три. теперь Сержант, для таких, как ты, уважаемый мной господин Колокольцев, он говорит, как вам надо еще делать, над вами руководство. И он говорит то, что гласная и публичная у вас служба, понимаешь? Он уже все за тебя придумал, сержант. Он все придумал, понимаешь? Когда тебя еще не было, когда Черкашом был на трусах, он уже все придумал. Все законы, все уже придумано за тебя. Все, тебе просто сказали, смотри, сынок, вот книжечка. Вот ты приходишь, да, в полицию, тебе говорят, вот книжечка. Вам уже высшее образование уже убрали. Уже сказали, хорошо, без высшего. Смотри, вот книжечка, сынок. Открой и выучи ее. Хотя бы основное. Свои вот обязанности и права.
Там вот книжечка есть, да, закон о полиции называется. Ты ее всю прочитал, сдал экзамен, ты же как-то его сдал, да? Сдал физо и пошел, одел форму, тебе ее государство выдало, пошило, или там сам купил, не знаю, там, как кто что делает. Все, что происходит? Почему ты такой? Где произошел надлом? Где произошла? Почему один вот, ну ладно, это бывает, ладно, не туда эта свистулька смотрит. Почему вот, что происходит? Почитайте постановление Пленума Верховного Суда, в котором сказано, здесь оно сейчас выйдет у подписчиков, в котором сказано то, что если произошло административное правонарушение, либо имеется публичный интерес, такие изображения граждан, которые попали в видео в это, можно публиковать без их согласия. Граждан, но не должностных лиц. Должностных лиц тем более. Читайте правильно закон. Если вы правильно... Как слева направо, право налево, как у кого? У арабов, да, по-моему, в другую сторону читается, или у кого, извините, если ошибся. Или сверху вниз, как иероглифы. Как надо читать-то? Буквы вроде все кириллицы, вроде все понятно. Ты как еще? Согласно закон, как вы утверждаете? Так вы скажите, какой закон-то я почитаю? Еще раз повторяю. Я не юрист. Да ты не знаешь ни одного закона, ничего ты не знаешь. На них пытаешься ссылаться. Вы не знаете, да? Я выполняю свои требования. Вы не знаете, да? Так сошлитесь на закон, сотрудник полиции. Я попугай вам или что? Так вы так не сослались ни разу. Я не собираюсь вам ссылаться. А, вы не на основании закона служите? Я на основании закона служу. Удостоверение предоставьте. С кем я общаюсь. Только, опять же, вне камер. Мне предоставьте удостоверение. Пожалуйста. У меня камеры никакой в руках нет. Пожалуйста, вот эти вот камеры, которые они могут фиксировать мое служебное удостоверение. Усанов Ярослав Алексеевич. То есть, если назвали фамилию, имя, отчество и все остальное, это как бы, да, главное вне камер. Это гениально, это просто лучше. 6 апреля 29 года. Сержант полиции. Сержант, плохо вас обучают. Да, ой. Приходите к нам, обучайте нас лучше. Слушайте, хотел когда-то, передумал. Да, очень жаль. Не смог смириться с той несправедливостью, которая в ваших рядах происходит. Да. Вы от нас что хотите, повторяю еще раз? Вы у меня... Я хочу большую пиццу, 54 сыра. Желательно, чтобы вы уже ее заранее вот этим вот роликом вот так вот на кусочки поделили, чтобы мы все вместе с вами, естественно, с полицейскими, ее покушали, да, все вместе. Желательно, чтобы горяченькая была. Вот, если можно, оливочки оставьте тоже вот эти вот, очень вкусные, да. Либо, второй вариант, если вы не в пиццерии, то можно, согласно вызову, начать что-то делать. Ну, есть вот такой вариант. Да, диетическую обязательно. Документы попросили, основания теперь хочу. В порядку, идем. Ладно, вы не смогли обосновать, почему запрещено вас выкладывать в сети интернет. Основания для проверки документов хочу услышать. Еще раз повторяю, я не юрист-консультант в свободном доступе. Вы меня требуете что-то, и вы не можете назвать основания? Основания? Да, для проверки документов. Закона, Какого? Какого? В России есть два федеральных закона. 15. Первый – о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем. Второй – о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Интересно, на какой из этих двух совершенно неподходящих под ситуацию решил сослаться сотрудник полиции? Пожалуйста. Понял. Не продолжай дальше. Молодец, сынок. Молодец. Конкретнее. Конкретнее. Конкретнее? Да. Я знаю, у нас есть закон о полиции, статья 13, в которой сказано, что сотрудник полиции имеет право проверять документы, если имеются данные... Он гуглить пошел в телефоне? С вами подозревать в совершении преступления, полагает, что находится в розыске, или имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении. Все, на телефоне. Ладно, я к вам обращаюсь, хотел подать заявление. С кем-то из вас общался, по-моему? УСБ оценит это, так же, как и Следственный комитет. 100%. По телефону? Вот. По факту выявленного просроченного товара хотел подать заявление. И поскольку вы сотрудники ППС... Спокойно. Вот. Это как это, я не знаю, инь и янь. У вас нет таких полномочий изымать товар. Хотел бы попросить вас вызвать либо следственную оперативную группу, либо СОК, потому что можете подойти, посмотреть, я вам покажу, сколько тут его. Ради бога, пусть собирай. Вот это все. И там еще одна корзинка. Я не знаю просто, зачем вы приехали. Сотрудник поехал, посмотрел, что-то какие-то уже записи готов делать. Я сразу обозначил, потому что тут вы не сможете это сделать. У вас нет таких полномочий. Нас послали принять заявление. Так, а я могу им сразу подать. Дежурная часть поставила указание прибыть на место, выяснить. Я не спорю. Какое это сказали отделение? Отдел полиции какой? Какому району? Господи Иисусе, что там происходит? Я поэтому вас прошу просто вызвать СОК, либо участкового. Давай, сержант. Можешь протокол составить? Я не уполномочен составлять такие протоколы. Аля. Алло, забери меня отсюда. Я сослался на 115-й ФЗ и понимаю, что, скорее всего, мое руководство это все увидит. Да, возможно, увидит еще и какой-нибудь региональный. Да, с большой звездой вот с такой. Помогите. Веселый сержант.
Согласен. Мы таких Сходнее любим. некуда. Ты только закон не знаешь. Я закон знаю, не переживайте. Ну, ты вот сейчас не можешь сослаться на закон. Во-первых, не ты, а вы. У меня к тебе Но уважение вы. пропало. Да? Да. Во-первых, на вы все-таки, вы как представитель власти, да? Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Ты Это обязан во-первых. обращаться на вы. Да. Нет, я обязан общаться на вы. Да. Вы также А я не обязан. Вы обязаны. Где эта обязанность прописана? Привлеки меня за это. 115 ФЗ. Что привлечь? За то, За растление крупного рогатого скота, да, статья. что к тебе на ты обращаюсь. Просто провоцируешь меня и все. Сотрудник. Провоцируешь. Почему все так боятся, когда на ты общаются? Я не знаю, ну почему все так этого... Почему все на вы? Почему на ты-то нельзя общаться? Полиция, а ты откуда приехал? Из отдела полиции или из мусорки? Спасибо за провокацию, я на провокации не ведусь. Я тебя не Разрывная. провоцирую, ты сам начал провоцировать. Сходу заявляя какие-то незаконные требования. Ты не сослался, почему тебя запрещено публиковать в сети интернет, я так и не понял. Хотя ты обязан ссылаться на закон. Ты не сослался, почему я должен предоставить эти документы. Я наизусть знаю эти статьи. Почему я должен... Зачем вы сейчас ведете видеосъемку? Это во-первых вопрос. Хочу я так. Административное правонарушение. Фиксирую все. Буду обращаться в суд. Фиксацию. Видеофиксация чего? Правонарушение административное. Вы имеете право Сейчас сейчас вести твоих видеозапись? действий. А запрещено? Вы спросили разрешение? А я должен спросить? У кого? Что он несет вообще? Я не пойму, он по лайфхакам, что ли, из интернета? Как он вообще? Как он в полиции работает? Он в его случае работает. Да. Все на дно! Поехали. Сотрудник, не позорься. Серьезно. Я не позорюсь, Сержант. серьезно. Видеофиксацию. Если вы прочитали пару буквально пунктов выдержки из норм права. Лучше правильно? говорить, что знаешь. Спасибо за комментарий моих слов. Да? Статья 29 Зачем он так близко подошел? Конституции. Хорошо. Любой имеет право собирать информацию любым но не законным выкладывать, но не способом. выкладывать, если Ты только что сказал, что запрещено видеофиксацию вести. Ну, на самом деле, вот все, кто сейчас так находится, я не хочу никого оскорблять, не собираюсь это делать, но вы занимаетесь, если честно, ерундой. Если вы хотите топить за право в нашем городе... А ты имеешь право давать субъективные оценки нашим действиям? Я- Как сотрудник полиции? Ты вообще кто? Твое мнение здесь не интересует никого. Ну, пожалуйста. Всем вообще просто, вот даже дверь открыта. Ну все, можешь выйти. Мне с тобой неинтересно Всё, обиделся, общаться. До ушел. свидания. Жду грамотного сотрудника. Вас как зовут? Артем. Артем, скажите, пожалуйста, вы видите сейчас заявление, либо же участковый? Смотрите, если участковый подъедет, либо сот, я ему подам, зачем вас задерживать. Я думаю, у вас есть более важные вызовы, где драки, разборки какие-то и так далее. Хорошо, сейчас я... А вот участковый занят, свободен. Там 5 корзинок просроченного товара. Хочет написать факт, изъять данный товар. Ситуация какая получается? Не-не-не-не-не, Сабин, я вызывал, когда полицию в Зеленограде, но приехало 3 сотрудника, это огромнейшее уважение зеленоградским ребятам, вот лишний раз вот подчеркиваю, есть там, да, там, в ГАИ там выявили одного там баламута, который порочил, так скажем, честь и достоинство вообще всего, чего только можно, и слава богу, что к нему приняли меры, да, так скажем, уважаемые наши органы, да, которые смотрят за их действиями и за тем, чем вообще они занимаются. Но когда к нам, в каком же это 2 раза, получается 1 раз я обращался очень давно. По-моему, это я только-только в квартиру заехал, когда нарушение типа тишины, всего остального. Я раз поднялся, 2 поднялся, попросил. Так реально приехали, они прям сотрудники. Там, добрый день, там такой-то, 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 такой-то. Я говорю, ребят, добрый день. Всегда говорю, спасибо за службу, хорошего дня. Все, всем красавцы. Ну вот тут приятно смотреть на людей, которые реально, как бы тяжело там не было, а там ультра тяжело служить, гордятся своей службой. Но есть вот это вот. Я увидел, я захотел поиграть в полицейского, и на меня одели форму, и я не понимаю, где я. Ну, то есть... Участковый сейчас занят на пожаре. Я могу вам предложить сейчас написать заявление. Угу. По Таганскому району, кстати. Это такое в Таганском районе творится. Дайте участкового, он к вам в любом случае придет. Через сколько он приедет, не сказали? Но... Пожар был час назад, я думаю, в течение этого часа он будет у вас. Я с дежурной частью связался, поехали за участковым. Как ты это делаешь? Вы чё, парни, вы... Боже. Ты видел взгляд его? А знаешь почему? Ты понимаешь, как он его сейчас затопил? Это не то чтобы не смешно, это вообще трэш какой-то. Так на пожаре? Или он в отделе? Или, я не знаю, не дай бог, конечно, пожар в отделе. Что у вас там происходит, парни? Интересно. Вы говорите одно. Привет. Спасибо. Вы говорите одно, сотрудник говорит другое. Вы вернетесь?
Я надеюсь на это. Я представляю, как ему было стыдно. Я просто представляю, как ему было стыдно. И я думаю, что это... Я не думаю, что это вот этот сотрудник виноват. Я думаю, что ему позвонили, дали одну инфу, а вот этот вот, может быть, участкового знает, вот этот вот второй, гвардеец. Я думаю, что он набрал участковому, а участковый в отделе сидит, просиживает штаны. Вы сейчас лучше напишите заявление. Нет, я говорю, зачем его задерживать? Я думаю, ППС есть более важные дела. ППС есть более важные дела, поэтому предложить могу вам написать заявление, дабы сократить время. Мне в любом случае надо дождаться. Они отказались утилизировать, поэтому мне в любом случае надо дождаться сотрудника. Ваше право. Сержант, не обманешь? Привезете участкового? Я вам слово не давал, чтобы обманывать. Ты только что сказал, что за участковым поехали. Участковым поехал. А слово я вам лично не давал. Парни, кто с ним служит? Вы можете немножко это... Там же есть 100% в Таганском районе в МВД, ну, адекватные люди, я уверен. Может, кто-то из руководства меня услышит, кто-то, ну, донесет туда инфу. Вы можете, ну, ему немного его в чувство привести, ему плохо, он, я не знаю, он контужен или что с ним не так. Вы можете просто, ну, ему хотя бы коротко объяснить, что, ну как-то это, ну, такое себе, ну, это же, как это возможно? Мне лично слово давать? Я думаю, провокатора бессмысленно давать. Да ты свое оценочное суждение знаешь, можешь куда себе засунуть. Провокатору. В планшет. Все, давай, ждем тебя. Тебя лично ждем. Они поехали. Господи Иисусе. Фу, тут так куревом воняет ужасно. Друзья, я буду очень благодарен, если вы поддержите канал, оформив подписку. Ага! Забыл лайк поставить, ты тоже забываешь. Родной, давай, сейчас вылезаем из теневого бана. Сейчас день через день где-то, плюс-минус. Короче, по 3, по 4 нарезочки в неделю будет выпускаться. Так что давайте это, ребята, там, ну, чтоб прямо это. И в комментах пишите, какие еще каналы, ребят, посмотреть. Я с ними свяжусь. Если каналы те, которые не смотрели, то обязательно с ними свяжемся и с радостью посмотрим. За Бусти спасибо, у меня там фильмы, если что, на Бусти. Да. Знают твои подписчики. Да какая разница, ты в принципе не можешь людей вышвыривать. Какая разница, мои подписчики или нет? Я же про этого не говорят. Все, ситуация сейчас такая. Мы друг друга понимаем, то в конце мои ребята, а ну слово. Да. Чем я могу сказать, откуда знать твои ребята? Кубас, ты моя игра, моя игра. Не трогать. Мои ребята, не мои ребята. Да я видел, что ты сделал. Он начинает, да. Он начинает что-то говорить, мне дурно становится. Когда первый раз я ступку могу идти. Ну, ступку иди. Нет, я не пойду тебе на уступки. Вы меня извините, но это просто трэш какой-то. Я просто вот... Можно вот так вот? 1.25 скорость, но нет... И не мучай милицию. Во-первых, милиции у нас нет. Во-вторых, я ее не мучаю, это их прямые служебные обязанности. Я согласен, каждому свои обязанности. Потому что, ну это смотри, просто сейчас мы это... не пойдем. Два варианта, я сказал. Либо они изымают, либо ты вскрываешь все. Другого варианта не будет. Ну все, значит, изымают. Это твое дело, ты хочешь делай возврат, чего угодно. Но это ваше, либо полиция изымет, либо ты вскроешь. Все, варианта третьего не дано. Понимаешь? И не будет вот этого варианта. Они будут пить. Забирать. Что, полиция? Наверное, да. Нет, они просто позор передадут. Опечатают вот так вот, скотчем, бумажку с печатью и заберут. Ну я ступку иди, да. Да я не буду идти на уступки, еще раз говорю. Я тебе уже сказал, что я не буду идти на уступки. Все, сколько там, на 100 тысяч товара, ну потеряешь, значит. Ну зачем? Меньше. Потому что это твои риски. Потому что вести себя нормально к ребятам. Ну, они мои ребята, мои ребята. Я же говорю про тебя, мои ребята. Я... Написано, как хорошо, что я какая ускорил разница, может, к людям по отношению к себе. Мои ребята, чужие ребята. Опять в это... По-умному общаешься, правильно? Да. Взрослый человек, правильно? Они же молодые. Какая разница? Не хочешь общаться? Это значит, их можно выталкивать, если они хотят общаться. Я же говорю, общайся. Я с тобой, видишь, общаюсь. Что, молодые пацаны не любят, что ли? Это все слова. Это все слова. Я смотрю на действия людей. Нет, я согласен с вами на действия. Я про этого не говорю. Общаемся? Ну. Друг друга понимаем, как-нибудь ступи. Я попросил тебя ступите. Ты говоришь, нет. Из норм берем. Нет, я вообще говорю. Да с ним невозможно было разговаривать. Да какая разница, это не дает тебе права в любом случае. Ну вот они тоже не хотели в ступку идти. Я говорю, давай я в ступку иду. Нет, полицию возьму. Да. То же самое они пришли. Они говорят, вот как, вот они. Тарантиновские диалоги, да-да-да, как в этих, ну, потому что это в наших сериалах. Молодые, неграмотные. Врача, да я тебя люблю. Да какая разница, это не дает тебе права да все равно я выталкивать. вас всех люблю. До этого не толкал. Какая разница, потом толкал. Нет, подожди, я не толкал. Я не толкал их. Дай твой телефон. Давай на улицу. Трогать не надо. Давай на улицу. Ну не толкал, видно же. На улицу. Не надо. Не трогай, На улицу. Не толкал, нет, это монтаж. И... Нафиг, извини меня. Вот это выбрасываем, вот это надо вернуть, вот это выбрасываем. Смотри, какая ситуация. Мы вызвали сейчас сотрудников полиции. Вы можете вскрыть. Хорошо. Какой-то день крыла, да. Товар выброшу. Ну, это хотя бы дай мне возврат. Нет, мы не идем на уступок. Еще раз, либо вы выкидываете все, вскрываете, либо они все это изымают. Нам, понимаете, нам без разницы. Сейчас все врачам Вы сидите, вы же целый час. Да, мы не спешим никуда. У нас весь вечер впереди. Никто не спешит. Я тоже
тоже не смешно. Вот. Смотри, пускай это вернут. И туда, все. Все вскрываете и выбрасываете. Ну а что, я же говорю. Я не пойду на уступок. Еще раз Так, говорю, человек либо рубильник, так, понимаете, ну-ка нет, говорят, завязывай. мне без разницы. Полиция изымет этот товар, составит протокол потом. Либо вы его сейчас просто выкинете, Ходит мне там, без светом разницы. играет. У меня Сказал, выкину. Ради бога. Половину вступите, да, хотя бы? нет, не будет уступок никаких. Половину хотя Как бы. хотите. Пускай это вернут, это все. Что скажешь? Ну хотя бы дай мне это вернут обратно. Давай. Хватит. Хорошо? Нет. Ну какая совесть? Почему совесть? Не надо смешно. Первый раз пришел, я первый раз уступить. Я объяснил, ну, ты почему с ними толкаться? Я говорю, то же самое, как полиция пришел. Ты грамотно А разговариваешь. это ребята Ты- каждый день приходят сюда. Ты- Понимаете? И зачем вы выталкиваете? Не, Кто? почему Она вот толкали? вчера тоже был. Я как 2 раза в милицию пришел. Вот. Он со мной разговаривал. Спроси, как они с ним это поступили? Нормально. Все, пришли, покупка сделали. Смотри, да мне же без разницы. Я Нет, говорю, просто у меня варианта третьего не будет. Артем, Это новая ты фаза вот ты торги. в милицию пришел, правильно? Полиция пришел. Чисто Ты торг. разговаривал, правильно? Общался нормально, объяснил точно, чего, как правильно? Да боже мой, им, они не могут объяснить ничего. И это повод выталкивать? Ребят, кто Масленникова Один сейчас раз снова ждет, полиция. видос новый Второй раз Димона. полиция, я вызвал. Полиция тоже Не там забывайте палец вверх. Они, я не знаю, они кто такие. Они не говорят, мы подписчики. Кто вот говорит, я подписчик, мне такие мои ребята. Они этого ни слова не говорят. Ой, здравия желаю, Алексей Михайлович. Напомните, пожалуйста, фамилию, имя, отчество прекрасного сотрудника, который на 115 ФЗ ссылается. А я ролик выложу на YouTube. Мы вырезать это не будем. Там прям крупниками можно будет посмотреть. Одну секундочку. Я понял, кто это. Хорошая служба, ребята, если кто на сутках. Говорит. Я понял. Как взрослый мужчина, признайте свою вину, скройте товар, чтобы он попал на я полки. тебе вот не спрошу. Ты сказал, мне хочешь, вот у моей сайт такой, подписчики есть, зайди посмотри. Да мне не надо Не, идти против не меня. про это, не говорю. Не надо идти, мне не надо с вами договариваться, не надо Не, идти не против понял. меня. У меня есть конкретно... Ну, конкретный разговор. Да. Ну, а и с ними каким конкретно разговаривать? Поэтому надо их выталкивать. Это точно. Я говорю, 2 раза полиция пришла, не могу объяснить. И что? Поэтому надо их выталкивать? А что мне? Я не знаю, что они хотят. И что? Вот Они ты покупатели. Вот, я подожди, покупатели, покупали. Вернули, я в следующий день, я с ними... В следующий день вернули деньги. Я говорю, ребята, объясните, кто-то вы такие. Я про тот конкретный день я говорю. отравился. Я говорю, отравился, да. А почему нормально не пришел ко мне? Вот такой случай был, да. Я свои проблемы решал. Там потом другой человек пришел, не тот, другой человек пришел, другой тоже говорит. В следующий день другой пришел, он говорит. Я говорю, подожди, из вас кто отравился? Да я не знаю, кто из них Ну, вот отравился, не ты не отравился. знаешь, Артем. Это трэш Артем, какой-то. ты не знаешь. Давай, Я просто... все. Давай. Я правду тебе говорю. Выбрасываем. Ты меня не веришь. Выбрасываем. правильно? Выбрасываем, да? Всё, выбрасываем. Нет, выбрасываем. Все, давайте не будем обсуждать, общаться, давайте закончим. Все, выбрасывай. Давайте. Давай. Несите мешок, у вас есть что-то, пакет, мешок? О, так. Что надо делать? Ну, мешок. Ага. У вас ножницы есть или ножик? Все есть. Аккуратно надрезать, Ага. чтобы он не попал вновь на полки. Правильно. Все. Вот это можно оставить. О! Тихо, 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 тихо. Здравое что-то. Где-то зерно. Нет, ничего нельзя оставить. Это фирму, надо это вернуть. Артем, давайте это вернем. Не, И это еще раз, не будет никаких давайте это, давайте то. По-другому не будет. Они же не просрочены. Просрочены есть кое-что. Может, там или будет жалко. Ты том да. Ну, вы можете, я сказал, надрезать уголочек, отправить кому хотите. Я не оправдываю. Я может, что отправить. Жалко. Это тоже просрочено. Вам показать? Сейчас Нет, это говорит. Нет, Максим, не про это мы говорим, это говорит уже за твою просрочку. У него перевод же есть. Нет, это не на русском. Это не на русском? Нет, это не на русском. Вот, когда есть на русском, вот есть. Все, вот одинаковые. Мляку это не русский язык. Вроде дальше разрешили. Если меня переубедишь, я с удовольствием, я даже извинюсь перед тобой. Не надо никого не извиниться. За это ерунды никто никогда не извинится. Тут надо тотализатор. Все-таки уберут или нет? Артем так хочет. Мы где находимся? Россия, правильно? Правильно. Везде полно, правильно? И всякий товар, откуда подходит, чего привозит. Ты сам знаешь, правильно? Мы такие магазины чистим. Если мы видим, не что магазины такое, говорят, кто говорит. это вы там выбираете покупать. Нет. Потому что вы экономите, покупаете подешевле у поставщиков. Да, сейчас одно и то же будет. Все, они магазин дешевле, чем оптовиков. Вот хула. Что здесь, 85 рублей красный берег продают. Потому что они там большие партии закупают. Я говорю, что обалдел, что ли? Я вот 85. Я за 15% в центре города невозможно заработать. Там расходы, да. Это же вы выбрали такой бизнес. Вы выбрали такой бизнес-модель. Я с тобой согласен. Конкурент большой. Естественно. Ну, поэтому, вы же начали бизнес, вы же взрослый мужчина, я думаю, вы начали бизнес, когда вы знали. Я первый раз пришел сюда, до уступки мне хочется темнее. Хотя половину возврат делать нет. Нет, не будет уступок никаких, я уже сказал. Со мной договариваться нет смысла. Мне не нужны ни деньги, ни извинения. Я деньги не предлагал тебе. Я в целом говорю, мне не надо. Я помог, убрал этот товар, чтобы человек не отравился. Почистил полки, чтобы человек не купил, не отравился. А дальше уже ты несешь свои риски. Понятно, человек, в общем, чем более, тем более такой, как сказать, голова работает на это дела, залез в интернет, это все, каждый человек не может засунуть себе голову. Это голова не будет слишком. Ну, извини, я только грамматически не могу разговаривать.
потому что я азербайджанскую школу закончил. Без проблем. Я не говорю ничего за язык. Не могу, может, грамматически разговаривать. Мне не надо грамотно, мне надо, чтобы этого товара не было, главное, понимаешь? понятно, и все. Девушка, поможете? Нет, она не будет помогать, вы своими силами. Ой, почему? Я уже, моя голова кружится, сколько разговариваю. Занимайтесь? Занимайтесь. Взаимно. Мы вас только ждем. Может, ножницы проще, быстрее будет, нет? О! Здесь тоже нету? Ну, найди. Если найдешь, я признаю, что мы были неправы. Я же не спорю. А магазин, наверное, я не знаю, не работает. Пошло добро. Нет, не работает. Как же нет? Покупатели пришли, нашли просроченный товар. Вот директор его вскрывает сейчас весь. Директор? А вы можете пробить, пожалуйста? Нет, могу кассир, нет, пожалуйста. Друг, ты не хочешь вам помочь? Быстрее бы все это сделали. Помоги, да. Я не могу вскрывать это. Почему? Потому что, смотри, я сейчас вскрою, ты потом можешь спокойно пойти написать на меня заявление и сказать, что он испортил мое имущество. Да, девушка помогает. То же самое с ней может быть. Они же просто помочь. Ну, так ты на нее можешь написать заявление, какая разница? Я не знаю ее. Установить личность не так сложно. Ребята, вам тоже на заметку, лучше сами никогда ничего не вскрывайте. Ну Либо да. если вскрыли, всегда предлагайте потом оплатить. И фиксируйте это все на видео. Ребята, закрыто пока. Он не открывает. Он не открывает, он просто кидает. Вот это где открыто? Не открыл, О! И это не открыто. О, кассир вернулась. Маш. Сейчас я приду. На. Открой, да, ты моя. Что делать? Давай. Во, кассир пришла, знает, что делать уже. Господи, ну наконец-то. Час. Надо тоже забрать что-то. Нет, нам это не Час 50. Как? А что, вот это быстрее все не могли, что ли, делать? Да, ты не хотел, да. Директор ваш не захотел брать нож. Вот это не открыли. Аккуратно, аккуратно. Вот это не открыли. Может, ножницы лучше? И так меня мучаете, еще и недовольны. Это не мы мучаем. Это директор мучает. Ваш директор. Директор может помочь Вы вам. так делаете и бросаете, что? Когда молчите, стойте. Не надо командовать. Если не хочешь, можешь не скрывать. Не, не про это вы говорили. Ну, Открыли, закрыли, чтобы не вытекло. Открыли крышку. Вот это возврат я не могу бросать. Не-не, это все выбрасываем, я еще раз говорю. Мы ничего не оставляем. ты веришь? Они мне иногда внимания не обращают, они так отправляют. Какие у вас ужасные поставщики. Да, везде так, не у нас. И сюда, А в Сингапур заходили? Вот Везите, рядом место ходили? В него еще не зашли. Это вот после вас, скорее всего. Следующие на очереди. А ваши товарищи, твои ребята, они здесь работают. Они знают, да, где мы только наверное? Нет, они здесь не работают. Работают, да, они сказали, мы здесь работаем. Они? Не, они, это двое, которые... Да это не мои ребята, это подписчики мои, которые просто пожаловались. просто Все, это не мои ребята, я их не знаю лично. Если не знаю... знаешь? Нет, они просто пожаловались, нам в чат написали. Да? А им надо клизму ставить. Участковый едет, кстати, на повороте. Клизму ставить надо им. Вот такой товар съедят лучшие бы клизмы. Еще что надо? Все? Коробки вот рядом. Какой коробки? Фиолетовый. Вот это? Квадратный. Это срок нормально. То же самое, нет маркировки. Это тоже, что ли? Да. А это? То же самое. Магазины крупные, в чем их преимущество? Они признают ошибку и они скрывают вообще без споров. А я не спорю я. Ты мне этого не сказал? А носки смотрели? Может быть, носки тоже просроченные? Откуда знаем? Надо проверить. Я тебе час говорил назад, что можешь просто скрыть все. Нет, ты не сказал. Потом сказал. Здорово, Я не школьник. сказал. Час назад, мы где-то час уже стоим, Ну, я общаемся. так, ты одну говоришь, я одну говорю. Ты одну говоришь. Ты скажешь, скрывай, я уеду. Это обратно кто будет? Открыто. Вот для этого и вскрываем, чтобы обратно вы не выставили на полку. Твой сайт на земле. YouTube заходите. Вот, в поиске, да, Артем Вольф вводите. Вот это? Да, это. Все. Вы знаете, где есть мусорный бак, нет? Я не знаю. Кто вот здесь фоткает, сразу мусор принесем. Потом завтра штраф придет. Магазин мусор бросает. Нет, в общий контейнер. Где общий большой контейнер? Контейнер я не знаю точно. Ну пойдемте вместе с вами поищем мусорку, значит, что? Давайте. Одевайтесь только, чтобы не замерзли. Маш, подожди. Давай оставим завтра. Не, давайте выкинем вместе. Подожди, Артем, оставим завтра, кто мусорщик придет, заберет, да? Давайте уже выкинем и все. Помогите девушке-то. Маш, оставь. Нет, я пойду. Коробку-то берите. Коробку. Берите. Магазин кому оставим? Магазин кому оставим? Ну вот ребят постоят. Вот Максим поможет сейчас. Спасибо, Вот это Владимир. тоже берите. Видите, вот. Может, сюда? Пойдемте. Давайте я вам помогу, чтобы не несли руками сами. Не помню, где тоже помогали. В конце она там тоже кассирша что-то моросила. Короче, ну, видно, подустала тоже к вечеру. Тоже мы что-то жалко стало, помогли. Частенько такое бывает. Когда Первый мешок. оно все люди. Полетел. Я смотрю, у тебя легкий мешок был, да? Я нашел ближе, но поздно. Давайте, я донесу. Не надо девушке таскать такие тяжести, давайте. Просто странно, что директор мужчина отправляет вас. Коробкой выкидывали? Да, с коробкой бросайте. Все. Все, отлично. Ну что, прошло уже около часа. Сотрудники полиции с участковым так и не приехали. Пустой Хотя дороги. тот сержант, юморист, сказал, что все, мы за участковым поехали.
Я все это понял. Уже завтрашний день все четко. Давайте позвоним сотрудникам, узнаем, что они уехали и пропали. А ты зачем тебе? Заявление написать по купленному товару. Возвратил. Да, конечно. А зачем тогда? Золотай возвратил и все. Так, заявление напишу и сделать возврат. Без заявления невозможно? Нет, зачем? Мы много раз ему предложили вскрыть товар и обойтись без полиции, но он всячески извивался и отказывался. Мы вызвали сотрудников, и когда он понял, что не получится договориться, не получится все порешать, он начинает скрывать товар, после чего предлагает обойтись без заявления. Только надо уточнить тот факт, что он потратил около 3 часов нашего времени на споры. Просто часть повторяющихся диалогов вырезана. Просто 3 часа нашего времени ушло на его ухищрение в попытке сохранить часть товара. И, естественно, после такого отношения к нам ни о каких уступках даже речи быть не может. Здравствуйте, а вызывали сотрудников полиции в магазин продукты? Просрочку вы имеете в виду? Да. Сказали, ППС сейчас участковым поехали и пропали. Сейчас участковый просто отработает человека и подъедет. А не подскажете, сколько примерно ждать? Потому что они сказали, что они уже поехали за ним час назад. Ну, сейчас он заканчивает, там объяснение берет задержанного. И подъедет, да? Ну все, тогда ожидаем, спасибо. Пожалуйста. Ответ. Объяснение для Ну, так получится, постараемся так не делать. Хорошо, это самое Я главное. тебе обещаю, постараемся. Честно сказать, я сам не знал. Без протокола никак. Без кого? Без протокола. Протокол вам никто еще не составит. Опять не прокатило, нет. Мы напишем заявление по факту купленного товара, к вам через время приедет проверка. Вряд ли они долго будут они все. Может, без него сделаем? Не, мы подождем. По поводу жвачки что? Вот эти жвачки? Да, это тоже. Есть, они есть. Они российские. Посмотрел? Я вот на это посмотрел, не увидел. Брат, да? Они в коробках привозят вам. Вот вы должны продавать из этой коробки, в которой они вам приехали. Да. А коробку не надо выбрасывать? Нет, коробку выбрасывать не надо. Вы ее должны сохранять до полной реализации товара. А, думаешь, коробка может быть, да? Но если у вас есть коробка, найдите ее. Весовой вот такой товар вы можете реализовывать из коробки. Вам пришел в коробке товар, вы прямо из нее и реализовываете. А товар, который вы сами упаковываете, на нем уже должна быть маркировка. Вот, например, печенье. Коробка проходит. Так. Эту бумажку снимаю я. Так. На каждой потребительской упаковке, на товаре, который упакован в отсутствии потребителя, должна быть... Посмотрел сейчас на шоколадки Альпенгольд. Раньше, кстати, очень вкусный шоколад был, помните? Вообще прям с кайфом, прям мне он очень нравился. Что-то испортился совсем. Короче, очень много тоже была, что-то целые коробки я нашел этого Альпенгольда. Причем и так, и где-то еще в коробках. Смотрите... Короче, проверяйте. Мне кажется, где-то какая-то партейка зашла. Потому что в 2 или в 3 магазинах одни и те же эти шоколадки, причем с одними и теми же вкусами были тоже. Мало ли, может, кто-то с Москвы, ребята, есть, аккуратнее. Маркировка. Если вы сами упаковали, так же, как вот с иностранным товаром, на каждую приклеили. Но вы не выкидываете до продажи товара оригинальный вот этот коробки, чтобы покупатель мог прийти и сравнить. Альпенгольд раньше безумно вкусный был шоколад. Господи, его просто ешь. Я сладкое... Ну, не особо любитель, но так вот там кусочек там какой-нибудь могу там чуть-чуть отломить, там, знаешь, так чисто с чайком там или так просто чисто на ход ноги. А я вам не верю. У вас вот такая, а вы даете ему коробку, и он смотрит, ну да, срок такой совпадает. Вы не обманули. Ну, я пока коробка приходит, пакую. Там с каким-то джемом был, я помню, такой. Коробку можете выкинуть, конечно. Классный, короче. Маркировку главное оставить. Честно сказать, первый раз я слышал от тебя. Никто не спросил никогда маркировку. Ребята, неужели вот эти не говорили ни разу? Они только на срочно передрались. Милка норм шоколад. Слушай, ну, не знаю я. Давайте в комментах напишем. Какую шоколадку-то любите? Какой самый любимый у вас шоколад? Подожди, раньше этот, как оно, вот это, с орешками-то. Дорогой, правда, всегда был. Как он, ребят? Аленка всегда, вот у Аленка на самом деле очень вкусный шоколад. Правда, вот они, ну, держат марку. Вот я считаю, что, ну, шоколадка Аленка своих денег стоит. Риттер Спорт. Да, там вот так раз, короче, отламываешь. Во, и там орехи прям лесные. Да. Вот тоже вкусный, мне нравится. Харденка, я тебе дам сейчас харденка. Бан. Нигде нет, ни срок хранения, ничего вообще нет. Ну вот они говорят, что они сказали про отсутствие... Киткат лет 7-8 последние, вообще что-то никакой. Что-то, ну, такое себе прям. Маркировки. Я их не могу объяснить. И что хотят они? Я говорю, что, вот про я согласен, я ничего не говорю. Говорят, сделаем, все врем. Но вы не убрали. Дублерон, вот, да, опять не убрали. Нет, сейчас там мало. Там немного шагов, правильно? Нормально. Не, для такого магазина это много. Нет, Бабаевский хороший шоколад, да. Немного, в основном там... Недорогой да, себе. да. Ну, в основном, да. Сколько могли, сняли, да? Ну, дело вкуса тоже. Должны все снять. Вот, не сколько могли. Они вам тем более помогли, почистили. В глазах ушел, да, честно сказать. Потом он говорит, ты мне телефон сломал. Я говорю, какой телефон у тебя сломал? Где взял я телефон? Что происходит? Я видел, пытался что выхватить. такое? Или убирал из рук, или пытался Убрал, я выхватить. говорю, иди от меня, да, пожалуйста. Дай свой телефон. Давай. Кстати, у меня какое-то время, знаете, мне что нравилось, ребят, очень? Мне нравился молочный шоколад, понял? Белый. Он, наверное, он весь молочный. Я, наверное, неправильно говорю, белый шоколад. У меня какой-то промежуток времени, это еще в школе учился, и мне прям очень нравилось. Такие толстые плитки шоколада продавались. Он по сей день есть, я не помню название. И там то с какой-то кокосовой стружкой. Воздушный, да-да-да-да, во-во-во-во. Такой он типа воздушный, да-да-да, во-во-во. Я не помню марку, какая шоколада. Ой, очень
очень мне нравилось. Прям его кушаешь и прям вкусненько, пористый, да-да-да. Одно время мне нравился, а потом что-то и он тоже испортился, изговнялся весь. На улицу. Трогать не надо? Ой, на улице трогать. А куда на улицу? Трогать не надо? Не трогай, На улицу? А что ты говоришь? Я говорю, иди от меня, да, пожалуйста. А зачем ты делал? Зачем ты с физической силой это делал? Вот, а ты нам говоришь. Я объясню. Это уже просто нереально это слушать. Меня, извините, я чуть-чуть мотну, потому что у меня сейчас глаз задергается. Либо не усматривает полиция состав. Она принимает заявление, объяснение, все. Алло, да. Алло. Что ты делаешь? Я так понял, это из отдела позвонили и забыли трубку положить. Она на меня кинулась, блядь, бухая, блядь. Я защищался, блядь. Что ты делаешь? Бухая, смотри, ты говоришь. Ты как ебаный гавно. Слушайте, ребят, правда, я говорю, это уже не первый год и далеко не первый год. Я вам серьезно говорю, вот в такие моменты мы вот каждый раз всегда привыкли там, вот, да, вот многие, вот там полиция. Ребят, реально, кто служит, господи, дай вам Бог здоровья и терпения. Просто долгих лет вам службы и жизни. Я серьезно говорю, у вас каждые сутки, у меня такое ощущение, это просто как в музыкальной шкатулке. Ты не знаешь, какая песня будет. Это какая-то дурка просто полная. И просто терпение вам, потому что, ну это трэш какой-то. В отделе, наверное, происходит. Полиция. Там Зая какая-то пришла. Подожди, там Зая, чей-то Зая пришел, тихо. Так. Короче, кто-то тронул, баба пьяная. Из-за бабы, я так понимаю, пришел Зая. А мужик говорит, она пьяная, сама на меня полезла. Так, хорошо, так. Я как на Twitch зашел, честное слово. Какой-то... Что происходит? А кто же знает-то? Это вот сотрудники ППС. Вот с таким контингентом и приходится иметь дело порой. Как я понял, действительно, делу сотрудников полиции в этом районе достаточно. Это, конечно, не оправдывает неграмотность сержанта, но тем не менее. Страшно, очень страшно, очень тяжелая служба, ребят. Все, кто служит по-настоящему, я понимаю, что вам очень тяжело, но тем не менее, надо всегда оставаться людьми. Продавец должен остаться? Нет, не должен. Продавец может домой идти, если хочет. О, еще раз звонят. Алло, извините, кому я позвонил? Алло, здравствуйте. А вот в магазине мы с вами общались, продукты. А, все, извините, у меня просто телефон уже своей жизнью живет. Извините, до свидания. До свидания. А почему поздно проходит? Рано не можно? А во сколько мы сегодня пришли? Мы в 5 где-то пришли, нет? Но мне кажется, еще не поздно в 5 вечера. Что происходит? Не вы одни в этом городе. Сейчас еще кому-то повезет, возможно, вечером после вас. Я ничего говорить не буду, но... Здравствуйте. Добрейшего денечка. Что у вас случилось? Да я вам верю, что вы сотрудник полиции. Участковый уполномоченный полиции. Смотрите, к сожалению, приобрели и выявили некачественный и просроченный товар, хотели по данному факту написать заявление, и чтобы составили протокол осмотра и, собственно... Не, ну этому проще, это мы уже сказали. Изъяли этот товар, все. Давайте, где вам удобно, располагайтесь. Не, ему уже все объяснили, ему сказали, кто, что, то есть, ну, естественно, он... Они большую часть уже выкинули, пока вас ждали. Сейчас мы дадим купленный товар. Заявление писать. Если есть возможность протокол принятия устного заявления, хотелось бы устно подать заявление. Ну, лучше написать. Нет, лучше подать устно. Не, если у вас нет протокола принятия устного заявления, это другой вопрос уже. У меня есть протокол обычный. Ну,
обычно. Кстати, к операм зеленоградским пришел, тоже там наушники, короче, подрезали, ну эти, поняли, да? 2 секунды. Насколько все быстро, раз, сейчас, давай поедем, доедем, раз, уже там по геолокации посмотрели, раз, на следующий день наушники уже у меня лежат. Все. Нормально, нет? Вот кто служит. Вот, так что огромное уважение, не буду говорить кому. Там они попросили, чтоб без имен там, а то не знаю, что, может бояться, может это. Огромное уважение, да. Там вот, где, так скажу я, там рядом с ветеринаркой, там вот отдел, кто надо, тот поймет. Данкин здесь вообще ни при чем, Данкин Глэк. Вот, это опера, это вообще другие ребята, это другая вообще история. А устного? С собой нет. Так, какой товар? Вот этот. И все? Все выкинули уже, пока вас ждали долго. Там было 5 картинок, даже 6. Так, и с вас объяснение надо будет получить по данному факту. Ну пусть они пишут, потом версии. Если нет, я уже думаю, сам подам, не буду сейчас ждать. Если нет, бланка. Но мне ручка нужна. Мы не написали срок годности. Дата изготовления, срок годности не указали. Они нашли, потому что это ты, а обычному народу не соглашусь. Не соглашусь по одной причине. Я вызывал на адрес, и знакомых у меня никаких не было. Я просто через 112 вызвал. Вот здесь вот я не соглашусь по справедливости. Я скажу, как было. Я вызвал на адрес, приехали обычные пепсы, ребята. Я им коротко объяснил. Говорю, ребят, 2 варианта развития событий. Либо это висяк будет, я говорю, либо вот. Геолокация, я говорю, вот так и так. 2 минуты прошло, их 3 человека приехало, они просто сказали, слушай, давай проще. Погнали туда, к нашим операм, говорит, сейчас быстро все напишешь, говорит, и вперед. Говорит, я думаю, говорит, быстро найдете. Я думаю, что они вряд ли знали, кто я и что я. Потому что, они приехали, они никакого даже вида не подали, я же вижу, когда узнают. То есть, это видно сразу. И они просто, давайте, говорит, сейчас быстро все разберемся. То есть, может быть, мне так вот повезло. Но, насколько я слышал, не знаю. По Зелику, еще раз говорю, что гайцы, за малым вот исключением, что эти, значит, все, как я и говорил, с головы рыба, понимаешь, с головы. Не потому, что я здесь живу, а ради по справедливости. Я всегда говорю, как есть. Вот если там есть где-то проблемы, надо об этом говорить, чтобы, наоборот, какие-то меры предпринимали. Понимаешь, и реально нас смотрят и предпринимают. А здесь мне очень нравится то, что, понимаешь, сразу раз. То есть люди головой думают. Здесь так, здесь так, здесь так. Раз, на следующий день уже все вернули. Срок годности 90 суток. Это вам, заявление тоже вам. Так, сейчас надо будет сделать возврат и убрать до конца некачественный товар. Мы почти закончили. Убираем сейчас жвачки, которые некачественно на кассе лежат. Быстро. Убирайте товар без маркировки, который у вас в холодильнике, меньше. И все. И расход. И хлеб без маркировки тоже убрать надо, да. Все сделаем, да. Давайте, мы ждем. Делайте возврат, убирайте. Все, сейчас, секунду, все. Ага, хорошо. Когда заброшки будут. Ребят, мне очень приятно, что вы ждете заброшки. Можно немножечко, чтобы вот это за окном, оно закончилось? Потому что на чем, если только на Урале куда-нибудь залезать в поля. И то я боюсь, что сейчас столько снега, сколько есть, но мы туда, куда мы хотим, мы просто не доберемся. У нас все места, у нас все есть. То есть цикл, он полностью готов. И напоминаю то, что, ребят, в Hard Inside и в сообществе канала «Они», да, это вот канал по заброшкам, по всякой, да, вот этой вот теме, по всем нашим поездкам. У нас есть канал, кто не знает, «Они». Просто «Они» по-русски. Вот, будет целый цикл. То есть мы не будем больше снимать по одному ролику, а если я куда-то еду, мы едем, сразу снимаем там 2-3, допустим, ролика. То есть, чтобы вы всегда знали, что в определенное время, там, допустим, неделю через неделю или там раз в месяц там выходит ролик. То есть, чтобы удобнее было. Поэтому огромное вам уважение, что ждете. Ребят, мне очень приятно. Спасибо. Опять что меня позвали? Маш, возврат делай, ребята. Что возврат надо делать? Что взяли? Сколько было? 150? Да. И вот это тоже убирайте. Так, сейчас уберу коробку, коробку достану я. Сейчас. Убирай жвачку, пожалуйста. Их вообще эти жвачки... Убирай, пожалуйста. Да. Короче, все убрали. Понятно. Сейчас Аня не сможет. Не травите граждан. До свидания. Хорошо. Вам спасибо большое за службу. До свидания. Извините, так получится. Постараемся так не было. Исправьте, пожалуйста. Ну, отхватило же мужество, да? Все равно, что бы он там ни делал, что бы... Я очень надеюсь, что он понял. Во-первых, не надо никому руки тянуть, выкидывать из магазинов, если люди, естественно, там закон не нарушают или там как-то себя ведут, да, некорректно, так скажем. Вот. Если указали на какие-то проблемы в магазине, можно и поблагодарить, и убрать. Ведь можно, да? То есть всегда человеческое надо включать. Так что...
Очень надеюсь, что что-то там поменяется. Маловероятно, но надеюсь. Все, вера всего доброго. все равно. Ну что, ребят, вот такой вот получился сегодня рейд. Кто здесь живет рядом, обязательно в чат в нашем телеграм-канале скидывайте, исправился магазин или нет. Слушайте, ну, от себя хочу добавить то, что желаю успехов в 26-м году всей команде Артема Вульфа, нашему коллегу по цеху. Большой привет. Ну, а вам, что я хочу пожелать, дорогой YouTube, дорогие подписчики? А внимательно на сроки годности, особенно молочка, мясные продукты, всякие с кремом, особенно летом, потому что случаев огромнейшее количество отравлений. Берегите здоровье и будьте здоровы.